Так, друзья, всем салют, всем привет. Вы на канале BioStream, с вами Михаил. Продолжаем мы Assassin's Creed Odyssey прохождение. У нас 21 серия. Собственно, мы по прошлой части выявили, кто у нас культист, какой из королей Спарты. И да, как вы заметили на аватарке, там сделал такую некую фоточку. Да, мы его там выслеживаем. Сейчас, будем, наверное, избавляться от него. Приятного всем просмотра, хорошего дня, да. Сегодня воскресенье, так скажем. Да, соскучился, вчера не постримил, все прям реально скучно. Вот. Ну, вроде как сегодня что-то ожидалось гостей. Вообще, по идее, был позже запустить стрим, но гости не подтянулись. Вчера был занятый целый день, так что так. В общем-то, присоединяйтесь, расслабляйтесь, наливайте что-нибудь попить себе, пожевать. Мы поехали. У нас Вальгалла нас ждет прохождение. Red Dead Redemption ждет прохождение. Короче, играть будем во много еще каких интересных играх, проектов. Вот, ну все, собственно. Слушай, знаешь что, у меня опять перки почему-то слетели по способностям. Это нам надо вот так вот сделать, ближний бой. Это, видимо, переключение на еще одну панель. Я так как пользуюсь одной, а это переключение еще на одну панель. Может быть, стоит как-то. Ну, хотя меня вполне устраивают мои таланты. Надо как-то на боковую, может быть, было сделать. Павсаний. А, вот оно что. А у нас еще, короче, охотник пришел. Ну да, мне говорили ребята, да, что типа при заходе в игру будут появляться наемники. Но я так и не смогу подтвердить, конечно, культиста убийства. Убили, да? Я убью тебя быстро. Ну, поехали на меня что-то все вообще нападать. Добить наверняка. То есть это тоже, что ли, культист? А ведь серьезно, смотри, все ополчились. Да, подхилимся. Это типа, чтобы не раскликаться сразу столько народа.
Далее. Опа! Эта участь ждет всех самозванцев. Дострелялся что-то я. Ну ладно, ладно. Но все равно это как-то непонятно. Че вылез-то один, второй, третий. Ну, сейчас разыграемся, ребят. Так, понедельник у нас завтра тоже, по идее, Ассасин. Во вторник у нас Fallen Good Spellforce. Я думаю, что мы уже там 1-2 серии добьем сюжеточку. Так что как бы так. Как по звуку, дайте знать. Ну, слушай, друзья, но все равно, как бы, как ни крути, это самое. Я крестьян-то, в принципе, не трогаю. Ну да, я всего лишь царя, да? Все, подтверждаем убийство. Культиста. Вам не победить. Так, еще один. Хорошо. Ту-ту-ру-ту. Да, посмотрим. С этой стороны всех. Доберись до всех мудрецов, чтобы узнать, кто такой призрак культа, да? Призраки контролируют афинских политиков, призраки управляют обеими воюющими сторонами. Значит, им это на руку. Способности. Я, честно говоря, даже не знаю, что тут мне по способностям тыркать. Если только переключение делать на еще одни обилки. Либо... Привет, удачного стрима и хорошего дня. Привет, дружище, привет. Располагайся с выходными. Хорошего тебе тоже дня, приятного просмотра. Как слышно, нормально, да, Ричард? Дай, пожалуйста, знать. То что-то вроде как настраиваю, слежу за микрофоном, чтобы не зашкаливало. Как сам чем занимаешься? Блин, сегодня погода такая вообще отличная. Вчера тоже поездили, позанимались своими делами. Так, это выбери способность, чтобы использовать. Пускай 3 стрелы, каждый из которых наносит 100% урона охотника. Это то же самое, да? Это ливень. Ливень не хочу. Да, все нормально. Спасибо большое, спасибо. Всем привет, друзья. Всем добро пожаловать. Давай, наверное, на троечку поставлю этот ливень стрел. Какое-то снаряжение там видим. Нормально, работаю. Работаю. Хорошо. Это хорошо, это замечательно. 25 крита, 15 убийцы. Да, но у меня, в принципе, тоже 20 крита. Ой, 15 убийц, а оружие наносит. Только тут у меня от яда 60 кинжалов еще. Ну, в целом неплохой мечишка. Посмотрел сегодня это самое. Дата выхода игр. Фильмы, причем неплохие у нас выходят, да. Это «Властелин колец». Это, что я люблю, фильм этого Спилберга, как она... Залип, извиняюсь. Ну, короче, про динозавров. Там они новые, старые серии, 3 части новые вышли. Еще одна новая выходит. Аватар выходит. Блин, такие класс вообще. По играм тоже неплохо. Мафия 4 выходит. В 22 году. Выходит Left 4 Dead 3. Это, блин, мощно. Так что... Письмо указывает, что Павсаний связан с культом. Хорошо, давайте тогда дальше двигаться. Мы выследили Павсания.
Это Лесбус Миссари. На Миссари, да, у нас один из монстров там находится. И куча-куча квестов. Окей. А вернитесь к Архимеду. Став олимпийским чемпионом Аспарта, победив Афиан Бётин, Алексий встретился с двумя царями, когда он обвинил одного из них, что он член культа, Спарта изменилась навсегда. Так, пойдем вернемся к Архимеду. Ну, хотя я так думаю, что мне надо немножко другие квесты выполнять. Я-то как бы бегу вперед, убиваю всех этих культистов. Да, надо этот, как он, множественный обстрел, вот этот сплэш урон с лука попробовать качнуть. А то я аж по одному-то не дерусь. На меня, как всегда, пачка налетает. Так, сохранение было, пошли. Алексиос, я Алексиос. же вынес тебе приговор. Я не знал точно, когда обвинил Павсания. Но теперь знаю. Он — источник всех бед Спарты. Значит, ты уверен? Где он? Он сможет защититься? Да. Я убил его. Я видел его смерть. Ты убил его? Да. У меня есть доказательства его связи с культом. Неоспоримые доказательства. О, теперь мы с нормальными Все планы культа космоса в отношении доказательствами пришли. написаны рукой Павсания. Какой еще культ космоса? Ты говоришь так, словно я понимаю, о чем речь. Тайное общество, алчущее власти. Война нужна им, чтобы стать еще могущественнее. Трудно поверить, что все это время Павсаний использовал Спарту. Мы давно правили вместе. Мы обсудим все с эфорами. Если ты Прикольная сказал правду, способность. то заслужил Сидишь в гражданство кустиках и Спарты. навесиком обстреливаешь Дом врага. твоей семьи снова принадлежит тебе. О, нам дом отдали. Спасибо. Послушай, Да? если решишь править Спартой, я бы хотел сразиться с тобой. Опа. Я не правитель, мой царь. С кустиках я понял, это этот... подожди, это сплэш урон, а это обстрел навесной, который... Ну, мне что-то не очень. Пропал. Ну, хотя потом посмотрим. Был маленький череп кролика. Твой первый трофей. И кому он нужен? Трофей кролика? Только один человек мог забрать его. Николаус. После нашей встречи он вспомнил об этом месте. Так было и со мной. Похоже, не только я тосковала по дому. Вся семья в сборе, да? Надеюсь, не помешаю. Потихонечку. Входи. Я рад, что вы вернулись домой. Мы тоже этому рады. Ты пришел сюда не просто так, верно? Я отправлюсь в Пилос, как только смогу. Не хочешь присоединиться? Да, с радостью. Я с удовольствием помогу. Что ожидает нас в Пилосе? Слава! Афиняне постоянно теснят спартанцев. Я не могу допустить, чтобы Спарта понесла такие потери. Неужели ты больше не веришь в наших воинов? Они сильны, как и всегда, но они не представляют, насколько страшен их враг. Ты Адеймос? Да, до меня дошли слухи. Сила природы в теле смертной. Она убьет любого на своем пути. Нам надо ее спасти же. Деймос в Пилосе. Мы остановим ее. Буду ждать на корабле. Поспеши. Чем дольше мы медлим, тем больше погибших. У нее надо этот артефакт забрать, силу, короче. Видимо, артефакта. Верни ее домой, Алексиос. Вернуть домой? У нас снова есть дом. Мы можем стать семьей. Еще не поздно. Да, начинаем ценить то, что утратили. Я верну ее. Любой ценой. Запомни, Алексиос, другого шанса не будет. Понимаю. Она, должно быть, уже увидела культ в истинном свете. Неважно, что ты должен делать. Верни сестру домой. Прошу. Я не отступлю. Брасид ждет меня.
Удачи, Алексиос. Слушай, мне, наверное, все-таки надо сначала всех культистов перебить, потому что если с Деймос мы будем встречаться, я так предполагаю, то она не пойдет с нами на мировую. А когда мы всю банду перебьем и скажем уже, все, мы всех убили, короче, давай возвращайся, тебя там мать ждет, там туда-сюда. Может быть, она пойдет с нами на мировую. Да, как вариант. Но на самом деле, если по культистам опять проходиться, то мне надо в Певку идти. Миссара и Певка. Вот, у берегов Певки. Да, посмотрим, где у нас еще. Тут обсидиановые острова. Тут, видимо, все на морских этих просторах воевает. Тут тоже сведения раздобыть в Певке мирным жителям. А это кто? Палант? Так, на поле боя кричали в приступе. Так. Наш герой Палант жжет кровью, бьется ради славы. А, это вообще Ахея. Это мы там еще... В общем, да, посмотрим по поводу Певки. Певка раз. Певка 2. Это у берегов. Так, это Кассандра. Подсказок не найдено. Ахея. Уже 2 в Ахее. Это 47-й. Это вообще где-то Гетера. Это я пропустил, видимо, о нем. В обществе Гетер. Это надо было, когда мать, видимо, мы искали. Там мы же проходили к Гетерам. Короче, 2 в Певке, да? И Миссария. Миссария. Ох, такс. Все, поговорите с спартанским военачальником на пляже. Подожди, пока спартанец. Вот он, Миссара. Критский бык. Так, потайную комнату. Конец путешествия. Там 46-й. Вот еще Певка. С Минотавром в Певке. Лакония. Так, Лаконию, короче, пока мы оставляем, да? У нас... Вот он. На Лемносе братишка один спрятался. Тут еще куча. Где у нас Певка? Где-то... Вот здесь. Миссара и Певка. Так, я выбрал что? Я выбрал Миссара. Я готов. А где у нас пристань тут есть? Что-то очень много еще выполнять-то. Ахея, Певка, Миссара. Не, ну всех вот этих испытаний с животными хотелось бы пройти. Вот эти, как они, птицы железные и так далее, мы выполнили. Теперь на Дафну Артемиду вот это выполнить. Тоже получить, наверное, некий комплект. Пора в путь! Приказов, капитан! Да Ричард это самое. Посмотрел вчера у Вальгалла немного геймплея. Стримский залип у Гедеона на стриме. Ну, так ничего. Прям по геймплею. Возможно, даже кошернее будет, чем данная часть. Но тут я уже говорил ранее, тут из части в часть как-то идет. Поприятнее, что ли, я не знаю. Чисто не из-за лора, а из-за геймплея. Грибцы не могут быстрее! Поднять пару! Так, критского быка убей его. Берем на заметочку, да, Миссары. Локацию. И вперед. Что за земля впереди? Это Крит, земля тайны героев. Тесей и Минотавр. Знаешь о них? Во. Немного. Тесей был афинским героем. Спарте эту историю не любит.
А, какая легенда! Тесей пошел в лабиринт, чтобы убить Минотавра. Невыполнимые задания. Но он, может, справился и спас людей Миноса. Кажется, у нас с Тесеем общая. Смотрись, Алексиус, боги на твоей стороне. Когда все закончится, мы зажарим ягненка, выпьем вина, и я столько тебе расскажу. Я рад, что... О, Это я счастлив быть рядом с тобой. да, нам только пришвартоваться бы сейчас где-нибудь. Чё, так. Бык обитает в Миссарии, он в западной части поля жарких сражений. Его видели в болоте. Ну, нормальный ориентир. Так, тут где-то у нас точка обзора. Хотелось бы, сразу бы. Да, тут даже пару. Кузнец. Нам, по сути, не кузнец, мне кажется, нужен теперь. У нас там табличек-то полным-полно. Нам бы самих бы вот этих вот амуниции. Ну, там, древесинка, там, не амуниция, а расходники. Мусинка, древесинка, а мусинка, камень. Сорок пятый, ребята, 45-й левел, обалдеть. А помню, я был зеленым спартанцем, когда все говорят, а я 50-й, а я 40-й, а я там 5-й был. Кто там детишка? Теперь мы уже опытные бойцы. А чё ты, мать? Чё? Куда тебе вытащить-то? А? Вот тут вытащи. На открывание всех областей, захватом всех замков, лагерей, исследованием всех пещер, сжиганием всех амбаров, ушло у меня где-то 120 часов игрового времени. Меньше чем Линк, больше чем. Но ты еще не прошел, да? 120 часов на открывание и исследование всех пещер. Не, но это совсем прям погрузиться во все обследование. Это, мне кажется, вне стрима интересно. Хотя фиг его знает. Кого, меня? Так, Мурзик нахулиганил. Я думал, меня сейчас пришибут. А это Мурзик хулиганит. Поля сражений. В западной части как раз-таки, по-моему, вот это и есть. Поля сражений. Запад здесь, да. Походу, это и есть. Ну что, пойдем кабанчика завалим. Большого. Не, ну супер, супер. Что сказать. Я так думаю, что для чисто прохождения знакомства с лором, с игрой Игру не прошел, хватит основных все исследовал. сюжетных заданий. И да, и таких вот, типа, ну, скажем так, по достижениям. Ну давай. Там вот этих зверей божественных попробовать одолеть в битве, там, к примеру. Найти какие-нибудь хорошие артефакты. Сам игру не прошел, тогда все исследовал. Круто. Арестовали кота. Мишеня. Простите, такой, простите, помогите. Здравствуй, здравствуй. Сейчас я увижу, кто. Пока не вижу, смс-ка не прогрузилась. Секунду. Привет, привет. Добро пожаловать. Эй, давай. Да, это болото. А, Димыч, здравствуй, здравствуй. Добро пожаловать. Тебе хорошего дня, там располагайся.
Как дела? Да, потихонечку. Дальше проходим. С Минотавра. А, это еще отец Минотавра. Как сам? Как поживаешь? А, Евгений Геймс, да. Аегин. Тебя так нету, потом такой резко врываешься через месяц там где-то, а то и больше. Отец Минотавра, вставай в полный рост, он. Ты какую мне подсечку сделал? Ну-ка. А сколько там? А, по 41 тысячу урона. Я что-то думал побольше. Да хорош плясать-то. Ага. Зафиксировал. Да что такое-то? Не, это не олень, это что-то похлеще оленя будет. У него радиус хороший. О, соточка вошла. Хорошо. У меня все хорошо. Вот это ваншот. То редко бывает, то учеба, то работа, времени почти нету. Когда время свободное есть, сразу захожу. Да не, какие проблемы-то, это самое, да это все правильно. Я бы вообще, наверное, выпал бы в реальность. Есть, друзья, короче, мы его убили. Супер. Ну, скажу, он вообще не тяжелый. Мансиш олень гораздо потяжелее, как по мне был. Так, шкуры мы с вами сейчас отнесем. Прям, наверное, сразу, да, сделаем, чтобы потом не забыть. И далее на Миссаре начинаем делать... Опа, с локации не могу выйти. Дай бог, что все хорошо, что занимаетесь делами жизненными, важными и так далее. Вот, самое главное, чтобы не болели, друзья. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Ай, что-то прям вообще воспоминания нахлынули. А, денег нету, 2000. Кто деньги? Куда дели деньги? 2000 у нас осталось. Я помню, что-то я там прокачивал, по-моему, последним стримом. Вот. Так что все супер, Дим. Да все как обычно. Проходим, заходим там туда-сюда, там игрушечки. Играемся, все никак не наиграемся. Уже с Ракеса все играем. Рада нашей встрече. Главное удовольствие приносит. У меня шкура С есть. этой шкурой бык долго не хотел расставаться. Ты великолепен. О, это был достойный противник. У меня много опыта. Не, достойный, Было так скажем. непросто. Меня поразил этот бык. Что за дивный мир дали нам боги? Что-то как-то странно, 47 уровень, а Мама как дочь Артемиды. он не такой уж слишком сильный-то был. Ладно, я скоро вернусь. Остальные шкуры. Артемида жрица, это один. Так, это что нам? Охотник. Да подожди, ты не ту кнопку нажал. Я не ту кнопку нажал. Остальные шкуры. Вот, что это за одеяние? А, это курточка. Охотник усиления Артемида. Все, я принял, я понял. Спасибо за сотрудничество. Так, мы едем далее. Так, певка подождет.
потайную комнату острова на острове Гефеста. Подожди, у нас с вами минотаврические подвиги. Это певка? Подожди-ка, подожди. А я читал же культисты на Миссаре, да, должны быть? Да, вот раз культисты на Миссаре. Певка. Певка. Это я не помню. Так. Певка. Острова. Стой, что-то еще помимо одного культиста. Тут помогите местным жителям. Это я понял. Ну какой-то еще у нас с вами квест на Миссаре был. Что только бык и этот культист? Слушай, а ты вот до Ричард говоришь, да, это все там это добыть, отыскать. Ты смотри, а тут же квесты все появляются. Ну как бы они временные. То есть там сколько, сутки? Певка Лемнос. Да, оказывается, все-таки все, да, Миссара и... А на Миссаре культисты, короче, искать. Выполняя, помогая местным жителям. Колыбель Зевса. Я честно сейчас прочитал колбаса Зевса. Че у меня в голове? По-моему, я кушать хочу. Не, я на самом деле нормально встал, нормально так с настроенницем. Вчера гости, в пятницу тоже расслабились, кинцо посмотрели, так неплохо. Временный проходил, может 3/4 штуки. 3/4. Да не, временно это так, это чисто чтобы удержание аудитории было, наверное, в игровом мире. А если помогать мирным жителям узнать про другого культиста, я так думаю, что это вот эти основные квесты нас должны привести. Вот восклицательные знаки. Типа, помоги там. Да, помогу там. Помоги там. Помогу. Что-то перелетело, ребят. А, слушай, что хотел спросить-то? Вы вообще вот, ну, в целом, кто-то играл в Red Dead Redemption 2? Как вы относитесь к этому игру? Кому-то, может быть, не понравится, но в целом открытый мир, хотя лор не связан с Ассасином никак, но... Как вы смотрите на данную игру? А как сюда попасть? Не понял. Где-то должна быть дверь. Ребят, дверь потерял. Сундук нашел. А как я ему помогу, если зайти? Вот он что. Мне нужна помощь. Да, я иду. У тебя неприятности? Мистий, в Кедонии начались беспорядки. Так. Стражи и торговцы вцепились друг другу в глотки. Так. Работа стражей — помогать людям. Что их так разозлило? Налоги, они слишком высоки. Ну, Торговцы отказываются платить. братан, в 21 веке то же самое будет. Их командиры Отопление у нас подорожало в следующем месяце. В этом точнее. снижают мой доход. Вода подорожала. Предотвратить новые беспорядки. Квитки недавно получили. Алчный командир стражи, беспорядки в городе. Ну, Звучит RDR2 серьезно. так-то прикольная игра, И награда но кому будет как, серьезная. У кого какой вкус. Уверен, мои драгоценные камни тебе понравятся. Д. Ричард не играл, RDR 2 прикольно, ну кому как, у кого какой вкус. Не, ну там смысл-то тоже какой-то... Понравилось. Какой-то типа экшон, открытый мир. Не знаю, я отталкиваюсь чисто... от того, что я даже помню, мне брат советовал. Наверное, я еще ход стримил активно, это было года 3 назад. Говорит, RDR 2 вообще, говорит, клевая игруха, там поиграй. Я такой, ну да. И что-то как-то задвинул. А сейчас... Кто у нас? Серега, по-моему, заходил. Серега говорит, интересно, попробуй. Ну, чисто для разнообразия. Наверное, тоже замутим. С радостью помогу. Славно.
Стычки об Ну ясно, я понял. Кто-то играл, кто-то не играл. базаре и на пристани. Хочешь узнать еще что-нибудь? А так чисто вообще по геймплею, ну... Вроде интересно выглядит по геймплею. А там уже надо попробовать самому, потому что смотреть геймплей и играть, это как-то немножко разные вещи. Так, как я могу зайти, подавляя беспорядки? Я при этом пойти на крайние меры. Для Мистиев клинок — лучший ответ на все вопросы. Иногда приходится убить всех, чтобы подавить волнение, но порой разговорами можно добиться большего. Почему просто не снизить налоги? Всему виной высокие налоги. Почему бы их просто не снизить? Идет война, ты разве не знаешь? А война требует денег. Угу. Не нужны корабли, нужна армия, мы должны защищаться. Кто такой командир Диокл? Говорил о командире, Диокле. Кто он такой? Народ его не любит, Мисти. Ведь это он приказал стражникам быть жестче с торговцами. Вот все понятно, вот тебе и командир. Слышал достаточно. Делай все. Сейчас еще одного быка завалим, и налоги упадут. Люди, которым эти беспорядки на руку. Мы надеемся на тебя. Волнение. Так, подавите волнение словами или силой. Купил сыну процессор. А, нет, Димыч, нет. Короче, типа тема такая была, что там первый Ryzen был, второго, третьего не было. Я ему хотел бы как минимум второй, а лучше третий или пятый там взять. Потому что, опять же, может, я там неправильно информирован, но вроде как с оперативной памятью там связано. Плюс еще, начиная с третьего, там кэш L3 выше. Ну, то есть производительные при тех же ядрах, да. Вот. И плюс оперативку, я ему хотел свою отдать, 3200, а, по-моему, второй не держит, что ли, 3200. И, ну, как я, опять же, посмотрел, может, я ошибаюсь. Нет, взял Моник, и пока что все. Сейчас расплатимся с Моником, а потом, возможно, и просто приобретем. Не пугайте детей! Хватит! Он сейчас ездит активно, ему нравятся эти поездки, они ездят по музеям. Вчера ездили в музей метро. Метро там рассказывал, что было построено, по-моему, первое в Англии в 1864, по-моему, году. Потом московские эти вагоны смотрели. Ну, короче, под впечатлением. Говорите с ним! Или с солдатами! Не трогайте! Ну, сейчас у него где-то 2-3 раза поездки по музеям в месяц. Пускай лучше этим пока занимается. Что такое? Правосудие! А процессор подождет. Явно не правосудие. А тебе-то что? Это жена стражника, который избивает и грабит нас. Она заслужила. Фу. Нас задушили налогами. А, Будет ничего. да. Нужно дать отпор. Нужно бороться. Давай все обсудим. Прекрати немедленно. Давай все обсудим. Но насилие не ответ. Давайте поговорим. Что? Они избивают нас и портят наш товар. И за это они поплатятся. Но их семьи вам ничего не сделали. Зачем мучить ребенка? В чем он провинился? Ничего. Получат по заслугам. Будут знать, как с нами связываться. Так, дело не пойдет. Ну да, типа, насилием отвечать. Наняли. Будь Есть, твой хорошо. Мистей. Мы не тронем женщину и ребенка. Но ты поплатишься. У нас есть свои грозные наемники. Ты какой, а? А, Димка, ты, наверное, ты не в курсе, да? Это сам по поводу процесса с тобой разговаривал. Мы хотели взять, короче, не было второго, я, как бы ранее. Взял монитор этот 144 Гц. Вот, а сыну свой IPS с IPS матрицы отдал, асуски. Так, один подавили мы, но на нас угроза наемникам. Поехали дальше. Давай уничтожь все. Так, мужики, Что происходит? что тут? Этот Малака должен нам заплатить, как и все. А не заплатит, перебьем все горшки на Агоре. Приказ командира Диокла.
Я вам помогу. Не, оставь его в покое. Те торговца. Достаточно. Ха! Напрашиваешься, Мистий? Что ж, ты тоже получишь. Я могу денег дать. Орел, орел. Так, а где я? А, крестьянин все ушел. Мы типа ему помогли, а он ушел. Ну ладно. Хайра, О, Хайра, да. Что у вас можно продать, улучшить, купить? Давай посмотрим. У меня древесины вообще нету. И денег нету. Древесинка нам нужна. И кожа нам нужна. Давай посмотрим, что продать. Кинжала. Пойдет? За косарь кинжала скинули. О. Так, синеву точно сдаем. Афинский, персидский. Вот это я оставлю. Это какого-то древнего царя. Так, купить, улучшить, продать. Продать, купить. Не, дерево купили, все, пострелять у нас с вами есть, я думаю, хватит. удачи. Так что вот так, Дима, если ты тут еще... Получилось так, что, ну, не было, короче, этих. А за первую Рязаньку дорого было отдавать и немножко, ну, жалко. Тем более, что оперативка есть и... Ну, не то, короче. Сейчас вроде цены падают, я смотрю магазин, первые эти, то есть не первые, а вообще Рязаньки вроде как там по косарю где-то скинули цены. Может быть, к лету и подешевеет, посмотрим. Сейчас за Моникой расплачусь и, наверное, возьмем. Верни наш товар. Вы не платите налоги. У нас есть право на все. Ты не смеешь. Что это за... Что случилось, ребята? Стража притесняет свой народ. Все просто. Не будешь платить, заберем твой товар. А ну назад. Я там сабли продал. Могу денег дать. Образуем этих болванов. Если нам не позволят вести торговлю, экономика Кедонии будет разрушена. Это тебя не касается. Таков закон этих земель. Пусть отдадут свой товар, и мы уйдем. Знаешь, что... Коммуниторов взял. Короче, то чувствую, что этот полководец, если, как они сказали, культ есть с обеих сторон, управляет обеими враждующими сторонами, афинянами, спартанцами, то, возможно, они просто пытаются, ну, лбами столкнуть, а бабло себе, как культиста. За сколько? По-моему, 27 с копейками. Там что-то вышло. Ну, Samsung, короче, 2К, 144 Гц. В общем, все супер. Вот, был подороже, там 3К. Но мне, я думаю, 3К точно не под видюху. Диагональ, по-моему, 32 у него. 27. Но это надо было ждать заказ. Он подешевле диагональю с такими же параметрами. Там, по-моему, 22 или 24. А оставались только 32. У вас неправильные законы. Законы для слабых. Пусть люди живут свободно. Правильно, демократия. Драхмы не заплатят. Ты пожалеешь. Убить Мистия! Готов. Мне вот интересно, а крестьяне сами помогут? Вы что понимали, меня еще и спартанец лупит, которому я как бы вообще и не нужен, по сути. Ну да, я просто зацепил его. Пускай там сами дерутся, мы уже выполнили. А, меня еще и преследуют.
Че, типа, дорого, да, Диман? Ну, с одной стороны, кстати, да, может быть, и для кого-то показаться дорого. Тут все зависит все скорее от регионов. Так, не туда я зашел. Так, дружище, ты где? Малака, Опа. что произошло? Ну, Хо- в принципе, не особо. Хочешь? Не купил. Хочешь вернуться к камешке мести, тогда приходи на двор южнее Восточного базара. А лучше уходи из Кедония, больше никогда сюда не возвращайся. Какие камушки-то? Ну да, он говорил про камни, чтобы платить, ага. На двор южнее Восточного базара. Похоже, Диокол отказывается мне платить. Не особо, но я бы не купил. Ну, как знать. Вроде Samsung все хвалят, а я сидел на мониторе Asus с 2009 года, даже, по-моему, раньше я купил. Или 9-го IPS-ка. Вот. У меня Моник за 12, Acer 144 Гц, Full HD. А диагональ? Там же, понимаешь, там все от диагонали зависит, опять же. Если при таких же параметрах диагональка 27, то он и стоит, смотри, там, как они сказали, 22-24, где-то вот такая цена. Ну, то есть... Должно быть, ты Диокол. Существенно падает. А, ну, видишь как? Диагональ меньше. Ну, плюс маркетинг еще, да. Тут я с тобой соглашусь. Ого. Вот это массовый обстрел, круто. Угу. Так, подождите, ребятки. Там еще один идет. Блин, промазал. А я сейчас умру просто. Ну вот чё я завис-то? Трындец. Давай, давай, исполняйся, родненькая. Хорошо, что он захватил с собой мои драгоценности. Не стоит вставать между Мистием и его наградой. Слази! Я уже готова убить тебя без
Да хорош. Это, по поводу Моника, я что хочу сказать-то, ну, типа, как бы не в оправдании самого себя, а вообще в целом. Вот эти акеры там и тому подобное, я что-то не особо верю в эти мониторы. Потому что у самого был BenQ, приобретал, и вообще не зашел по краскам. Прям отвратительные краски были. Нравится очень фирма NEC еще. Тоже монитор был NEC, не один. Опять петух меня грызет. Ну вот, Asus неплохо, IPS-ки. Короче, откуда курицы-то берутся? Поэтому, ну так, ну взял и взял. Так, мы можем сейчас, да, мы можем сохраниться и попробовать все-таки разобраться с этими двумя наемниками. Блин, какие-то они лютые прям. Кажется, поначалу. А, камушки мы забрали. Окей. Убийство другого наемника. Мы могли бы сражаться вместе. Это, не знаю. Это наглость так, вообще драться. Ну что это такое? Булаву подожгла и пух-пух-пух. Пу-пу-пу. Тяжко, пока тяжко, да, идет. Подожди-то. А, все, они пропали. Ну, только разошелся. Ну. Да, посмотрим. На продажу. А, герой Греции, точно. 3-й ранг. Да. Занять 1-е место еще. Желательно. А, вот. На Миссаре, точно, артефакт. Я же говорю, что-то надо сделать. Артефакт на Миссаре. Плюс... Выполняем квесты на Миссаре. И узнаем, кто следующий культист. Вот-вот-вот. Так, у нас тут... Давай-ка отсюда начнем. Подожди, а мы можем откупиться? Да, подрались, раз откупились. Пойдем по следующему. Да, еще это самое... Да любая покупка, наверное, как ни крути, все-таки маркетинг работает. Возьмешь что одну фирму, другую. Поначалу, казалось бы, там... Выходит, к примеру, какая-нибудь там, не знаю, оперативка, там, фирму там какой-то такой. О, классно, там все стабильно работает, супер. Бух-бух-бух, там, частоты, тайминги, там. Только в народ это пошло. Наверное, месяц или два проходит, все, цена на эту же оперативку уже будет совершенно другая. Так, а у нас тут орел-то с вами имеется хоть какой-нибудь, нет? Орел. О, понял, крепость. Миссара. Некие квесты наблюдаю. А, это певка уже идет. Наследие... И кузнец, и сокровища. Сейчас я подойду. Ребят, опустите на крышу.
Какая-то некая это... скульптура, что ли, лепка. Тебе что-нибудь нужно? Купить. Купить мне, пожалуйста, дерево на все. Спасибо. Шкуры тоже можно. Камня у нас предостаточно. Также можно и продать. Спрашивай, если что-то нужно. Я же велел быть осторожнее. Что случилось с твоим товаром? А? Что случилось с твоим товаром? Кругом одни А он, как и я, немного это, а? мое обсидиановое стекло. Ты сам и нес этот ящик. Что ты там сказала? Я говорю, вот же неуклюжие. Именно. А именно здесь... Теперь нужен обсидиан. Мисти, если найдешь, отдам тебе свой лучший клинок. Договорились? А сколько ему надо? Да, да. Я найду... Что? Это значит да? Он сказал... Да, мастер. Что-то я сам не прочитал. Там, по-моему, есть строчка. У меня есть обсидиан. Моя помощница расскажет, где искать обсидиан. Спасибо, иначе бы он не замолчал. Ищи обсидиан в храме Бритомартиды и в подводных руинах. Ах, и если есть вопросы, спрашивай меня. Лучше послушаю тебя, чем его. Где руины? Где руины? Где их искать? Под водой у западного берега Миссары. Только учти, там полно акул. Понятно. Они олимпийцы сожрали эти акулы. Где находится храм? Храм Бритомартиды. Участника Олимпиады. К северо-западу от Сидонии. О, Осторожней, плюх. он хорошо охраняется. Что это с ним? И с чего же мне начать? Он всю жизнь провел у наковальни и теперь глух как пень. Гляди. Слушай, ты пахнешь навозом. Ха-ха-ха! Как приятно это слышать! Ты тоже пахнешь как роза. Главное, когда говоришь, улыбаться. Попробуй сам. Теперь я все знаю. Раздобуду вам обсидиан. Он принесет обсидиан! Чудесно! Поторопись, Мистий. Да, а то я уже больше не могу слушать его ворчание. Повтори. Так, иногда обсидиан можно найти в сундуках. Сундуки обсидиан... Так, можно среди развалин или в военных лагерях. Ай, ты птицу потерял. Слушай, а сколько у меня обсидиана? Вот у меня есть обсидиан-то. Я принес обсидиан. Отличная работа, Мистей! Он принес! О, отлично, Мистий. Бери клинок. Думаю, пригодится. Теперь он, наконец, помолчит. Я все слышал. Меч Авариса. Аварис, не Аварис, наверное. От огня адреналина за удар. Ладно. Можно ему и продать, наверное, его. Сейчас проверим. Так, это военачальник. Нет, это нам не надо. Че я все время в задание лезу? Мне надо на местных жителей помогать выполнять. Вот тут интересно какое-то место. Типа домишка, да? Чисто географически. Даже усадьба, я бы сказал. Нет, этому... У меня товары отменного качества. О, 1200. Забирай. Всегда тебе рад. Какой-то здоровый храм. Что ж, попробуем. Заодно можно и сразу потом на певку сгонять. Там еще и найти культистов. Не, корабль какой-то он прям слишком это самое-то
Сколько у меня там улучшения? Ну да, тут таблички уже не идут в улучшение. Тут идет дерево очень много. Кожа 9000. А что мы при этом получим? Минус 20... 20 скорости стрельбы точными залпами. Тут у меня грибцы, короче, тоже дерево очень много. Также кожа. А здесь таблички. Снижение урона при подготовке, снижение урона от огня. В целом, да, это, кстати, важно. Это подготовка, это снижение урона от огня. В целом. А это... Скорость появления уязвимых мест. Опять, мне надо что-то без дерева. Вот это тут можно. Не требует дерева. О, сразу фиолетовый. Вот это требует дерева, но не так много. А, денег нету. То есть все. Вопрос только в деньгах. Давай, давай. Стой, стой, стой. Каждый кустик. А, вот он, храм. Это она, кстати, нам сказала про обсидиановое стекло, да? Но тут спартанцы. Тут только через Спарту выносить. А, химик, здравствуй, здравствуй. Добро пожаловать тебе, располагайся, хорошего дня. Я что-то пока в недоумении, а на кого квесты выполнять? Тут же типа квестовый какой-то. А, это просто место, это не квестовое, это просто было место. Я понял, зафиксировал. Ну, я могу так. Где там? Поехали. Так, это я понял, да, награда за мою голову, хорошо. Зафиксировал. Бежит, бежит уже этот. А чё мне-то, куда я побежал? Мне все равно с ним драться. Мне ж надо вовнутрь пройти храма. Братан, давай-ка сюда. Как долго Да, плюс еще ачивка, я смотрю, у меня новая какая-то набирается. Все? Вроде как все. Это кто назначил за мою голову награду? Да? Тоже Артемида. Похоже. Ботинки паломника. Так, и тут еще какие-то некие сокровища. Это где?
Второй этаж. Ой, а там все блестяшками прям усеяно. Ну, интересно. Дерево, железо. Здорово, семья. А про культиста ничего нету. Значит, ищем другие какие-то некие точки. Амир, здравствуй. Добро пожаловать, хорошего дня. Располагайся. Привет всем, ребят. Ассасин у нас сегодня по выходному. На выходной, точнее. И завтра Ассасин. Может, на этой неделе уже добьем этого Ассасина. Сейчас только культистов найду, разберусь с ними. Так, а если мне эти местные жители, ну, кто на Миссаре живет, не будут давать никаких поручений, тогда что делать? Как я смогу тогда этого культиста-то найти? Стой, стой, стой. Сейчас проверим. Тут точки все. Возможно, крепость Скидонии. Возможно. Это же Миссары, да, идет? Да. Ох, а тут еще наследие, бухта. Короче, есть где, да, разгуляться. Ладно, проверим здесь две точки. Тут просто военный лагерь. Хотя в лагерях тоже, да, есть некая информация. Бывает в этих сундуках. Или там какого-нибудь капитана. На одном из наших кораблей освободилось место, знаешь? Сейчас отвечу. Что сегодня в плане охоты на культистов? Ну, в целом, да, но как бы тут не только культисты идут. Если берем певку, то там, по-моему, культисты в основном. И, по-моему, как Минотавр. Какие-то подвиги Минотавра, что ли, там. Вот, если Миссары берем, то на Миссары получается культист плюс этот легендарный бык. А, плюс еще, по-моему, на певке надо посмотреть там по этим, по животным каким-то. Может, там тоже есть... там гиена вроде у нас осталась последняя. Ну, как-то, я думаю, вот этих пару островков зачистить. Потому что по сюжету нас уже Брасит говорит, пошли там. Поможешь нам. А я решил вот эти два острова посетить и... поуполнять. Ну, короче, поискать, поуполнять, да. Вот, сейчас посмотрим. Ну, первый это культисты. Наемники так себе, ну, приходят они, приходят, вот. А, вепрь на Элиде, оказывается. Это не то.
Вот, певка, арена, культист, там еще какой-то культист. Этот культист, по-моему, потайную комнату можно найти на острове Гефеста. Это, по-моему, кузница Гефеста. Фиди убили, осталось... А, это тоже культист. Он уже известен где. Да, вот, минотаврические подвиги в певке. Вот, еще одна певка. Ну и, собственно, все. Вот. Просто получается, что он говорит, ну, типа, семья, мы дом вернули, этого царя одного. Боже, такая тень пролетела. Думаю, ну все, сейчас. Царя этого, короче, раскусили, наказали. И дальше там идет сюжет. И разговор, типа, Кассандру, я найду ее там. Я выбрал, я найду ее, не убью, а как там, я найду ее, верну любимыми путями, как бы так. Вот, и меня на мысль натолкнуло то, что сама, возможно, она не пойдет. Ей надо сказать, что мы по большей части поубивали, ну, и, опять же, предположительно. Весь культ мы повышибали, или большинство культа повышибали, чтобы она как-то к нам более лояльна была. Не знаю, правильно это, неправильно. Пока мысли такие. Что-то руины какие-то. Да. Сейчас, ребят, секунду. Кстати, тоже на этом задании... Ага, я понял. Ну как-то да, по сюжету-то можно дальше и бахать. А вот такие вот основные моменты хотелось бы. Ну не основные, хотя бы дополнительные. Ну, акула. Так, это есть. Откуда это-то еще нарисовалось? Да. Чего, у меня стрелы закончились? Да ладно. Да я ж только дерево там напокупал. Да я уже проходил Одиссей давно, но финал не понравился, и вот перепройти захотелось. Ну тут типа да, я понимаю, что есть и хорошая концовка, и плохая. Судя опять же из ваших намеков, что ли, так сказать. Что-то как-то пассивка плавать под водой с Посейдоном. Ну, просто человек-амфибия. Ну, как-то что с ним, что без него. В дополнительном слоте прикольно держать такое, конечно, оружие под водой, чтобы плавать. Бесконечно. Так, ладно, тут у нас пока пусто. Да блин, где тут выполнить? На кого главное? Охраняемый склад. Забери сокровища. Можем, в принципе, забрать сокровища, а потом по дороге до той точки. Сейчас будем искать. Кто тут за культист? Что тут? Спартанца. Ну, пошли. Если там у дороги не будет никакого квеста, а чисто точка, то я так думаю, что нам прямиком надо отправляться в бухту. И в бухте есть какой-то народ.
Я имею в виду крестьяне. В чем дело? Что случилось-то? Все, забрали, ушли. А, нет, там еще какой-то важный стоит. Сейчас, секунду. Этого снимем. На комплекте змеи играешь? Я вчера пирата собрал, убив культистов ветки бога Эгейского моря. Да, я на комплекте змеи играю. Но я тоже что-то хотел этого пирата собрать. И тоже, да, понимаю, что там надо по морским боям культистов убивать. На морях там освобождать, по-моему, острова, чтобы они с тобой начали драться где-то в морском бытие. Локации, короче. Но мне там культистов посмотреть, если пирата... Вот, обсидиановые острова, потом и так далее. В общем, я их не убивал. Получается, здесь мне одного убить, это Вахея. Тоже, наверное, некий сет получу. Это на певке. Вот, сейчас выполняю на миссаре, потом сразу на певку вот это убивать. Это тоже открыто можно убивать. Еще один сет. Но главное мне вот этого найти. Готовиться к битве на миссаре, вот. Давай. Что там, Катюш? Что это такое? Что? Элла. Ну, может, мне тоже какие-то надо документы? Так подмазался. Культисты Эгейского моря сражаются только... Что-то коро. Ну, короче, корабль надо для сражений. А то я там какой-то корабль один нарвался, ему там по 70 тысяч урона наносишь. Там раз, два, три, а ему вообще ни почем. Ну, то есть, типа, надо быть хотя бы, мне кажется, подготовленным. Ребят, вам помочь? Ну, комплект змеи, кстати, тоже очень интересно, если так играть. Я думаю, покруче, конечно, будет огненный. Но я боюсь с огнем. Честно, боюсь с огнем. Потому что у меня даже эти припасы поджигаю. Я обжигаюсь и сгораю. Поэтому лучше яда. Вот, квест. Хорошо. Что здесь произошло? Меня подозревают в том, что я укрываю дезертиров. Ладно, не подозревают. Каких дезертиров? Эти малакас так меня избили. Не встречался человек по пути сюда. Тощий такой, в военной одежде. Да, мне попадался кто-то похожий. Это типа обман. Мне не попадался. Кто похожий, мне не встречался. Ему давно пора быть здесь. Побоялся, что стражи будут искать его в Кедонии, и убежал. Какой глупец. Почему он не послушался? Ты рискуешь жизнью, чтобы Может, это и есть этот культист? Или он так много платит? Все это ради жены. Жены? Какой жены? Его жены? Все всегда ради женщины, да? Его забрали на войну. Она все рыдала.
А моя работа — помогать людям исчезнуть. Ну, не в этом смысле, конечно. И я решил помочь им воссоединиться. Очень добрый поступок. Ты хочешь его жену? Не часто встретишь доброго человека. Мы все хотим о ком-то заботиться. Должны заботиться. Да, ты прав. Неужели он просто добряк, друзья? К Изабель. К его жене, то есть. Если стражи нашли меня, найдут и ее. Пожалуйста, иди к ней. Я приду позже и увезу ее. Я помогу. Где мне ее найти? Иди по дороге в Кедонию. Ее дом будет слева. На двери зеленая ткань. Скорей. Я догоню тебя, ладно? Хайре. Все сложно. Не, все реально сложно, запутано. Сейчас, Амир, сейчас прочитаю. Секундочку. Она живет в маленьком Египте на Миссаре. Так, колбаса Зевса есть. Колыбель, точнее. В маленьком Египте, что в Миссаре. Так, если хочешь с огнем играть, то собери комплект Агамемнона, да. Вроде дает процент на огонь, и плюс способность получишь. И получишь, что будет топ. Вот, я про это и говорю. Не, ну типа огненные стрелы-то я и так могу изготовить, там по 30 штук стрелять. Но мне пока вообще класс. Мне заходит комплект. Да, можно там играться со всякими. Смотреть, который дамаг, типа как билд, что ли, подбирать под себя. Какой там профитник, которого урона больше нанесет и так далее. Но играть даже на максимальном... Мы сейчас на героизме, по-моему, играем максимальный уровень сложности. Да вроде хватает и змеи вполне. По-моему, там Эцио еще можно было бы сделать, тоже интересный. Да, Эцио, столько времени восстановления способности. Удар героя после успешного парирования. Ну чё, не класс. Вообще класс, обилку постоянно юзать. Урон, правда, от мечей, урон убийца. Ну как-то. Либо вот воина, странник севера. Ключ Ареса. И ключом Ареса я пока не пользуюсь. Что-то я там читал, он дает бессмертие. Потом, возможно, сделаем. Так. Мне сейчас, подожди, мне вот важно узнать. В полуразрушенном Миссаре Алексиус помог человеку передать вести любимой. Найди Изабель, помоги ей. Она живет в маленьком Египте, что в Миссаре. Ее дом расположен в восточной части Кедонии. Кедония. Кедония. Комплект Эцио и комплект странника еще, по-моему, плюс на корабль дали наемников. Это Айва и Баек Миджай, и плюс это Иви Фрай. Джейкоб и Иви Фрай, но это с другой немножко части. Джейкобу не дали почему-то, два брата-то, Иви и Джейкоб. Дали только Иви Фрай. Нет, я не донатил, нет, ты чего? Я только покупал игры по скидке в Uplay, не через Steam играю в Uplay. И они мне серию дают. И как они там? Хельси, по-моему, магазин называется. Это уже вторая, по-моему, или какая-то третья игра. Вот это вот баланс. Хеликс, вот, 200. Вот, имеется комплект севера. Вот, коня еще где-то я нашел. Так что так. Ребята, мне еще кто-то там советовал купить этот тут лук. Какой-то топовский лук, короче. Большой рог вот этот. Он дает на урона на что-то. Малый набор. Ты смотри тут. Мифический набор царства мертвых. Пожинайте души ваших врагов, как настоящий бойец царства Аида в наборе комплекта снаряжения скакуна копье. Немейский лев.
Вот это вот прикольно. Пегас. Ну, красиво, мне нравится вот это вот. Да, какой купить? Ага, купить. Купить, говорит, Хеликса. Не, дружище, Амир, ты понимаешь, я даже DLC иной раз неохотно, скажем, беру. Если беру, то... У меня конишка такая огненная. У тебя коняшка огненная? А, из мира мертвых? Блин, наверное, круть вообще. Огненный топор, там огненная коняшка. Пегас тоже классно смотрится. Ну, 1200 хеликсов-то. За бесплатно, это, видимо, по квесту. А я даже не помню, где я этого нашел. Своего Филиппа. По-моему, по квесту где-то. То ли купил. Там же кузнецов можно покупать. Так, вот, есть какой-то некий квест. Тише, тише. Высвечивается так. Обзор. Пещера Рея. Как бесплатно? Амир, я серьезно говорю, ты можешь первую серию там посмотреть прохождение. Я не покупал, да? Чё, в принципе? Они, может быть, знаешь, как... Брат, я вернусь. Посиди немножко. Погрейся. Они, может быть, как бы из серии в серию дают бонус за то, что я покупаю игры в Uplay. Может быть, предположительно. Или же то, что вся серия состоит не там в Steam или, допустим, Epic Games, а в Uplay. Хотя, опять же, если ты даже Steam покупаешь, ты все равно будешь регистрироваться через Uplay. Я не знаю, как. Кстати, за топ-1 в варенье или в наемников что дает? Я первый раз прохожу Амир. Я без понятия. Я бесплатно хотел сказать. Я без понятия. Коня, в общем, где-то по квесту нашел, а при заходе в игру дали костюм Эцио и костюм странника. Там самая первая серия, я еще странника одевал, бегал. А, я Дричер, он просто сказал, что достал коня бесплатно. А, вот. По-моему, где-то по квестам это можно получить. Ой, опять не тут. А может быть, знаешь, как рандомно. Ну, допустим, ты играешь, тебе тоже какой-то может конь достаться за какие-то действия. Вот, тут Ричард говорит, у него огненный, а у меня вот какой-то такой вот выпал. Вроде за какой-то квест достался. Сейчас мы посмотрим, секунду. Так, это дополнение, комплекты, набор тартар. За борьбу с огненным циклопом. Вот тут даже, смотри, Геракл набор, бык огненный. Набор оракул. Снаряжение. А, да, Ричард, а ты когда начинал игру, тебе давали какие-то комплекты Эцио или еще что-то, не помнишь? Новая тема. А, это фигурки носа для корабля, я понял. Почему-то... А, вот, набор снаряжения, морские наборы членов команды. Нет, это не то. Вот, имеется. С этим великолепным скуном, названным в честь Азорной... Был комплект. Только Эцио был комплект. Ну вот, значит, тебе тоже за что-то дали. Азорные нимфы, что-то Мелина, любой мистии. Вот. Я что-то не помню, как тут отдельно луки посмотреть. Так что ли?
Да, вот они луки. Посохи ты. Так, нет, вот скакуны, вот они. Песочные часы Фобуса. Эгейский риф, Пегас. Спартанский мятежник. То есть тут так можно... Вот он, твой конь, да? Отпрыск Цербера. Троянский конь. Тень. Ничего так интересного, визуально чисто. Сфинкс. Ну, я на самом деле тут вообще сфинкс вытек, как он выглядит, прям, я не знаю. Сделали красочно, как бы. Но сфинкс, по идее, ну... Кать, голова сфинкса на что похожа? На льва. Вот. А тут какая-то некая гарпия, по-моему, сфинкс. Загадки я отгадывал. Но это не в этой серии. Бали, Дидат. Купить. Можно просто посмотреть. Вот просто вот на него глянуть. Можно? Да, блин. Пока не купишь, короче, не посмотришь. Вот так вот. Так, это раз, два, три. Тут спасти, тут пещера. В маленьком Египте, что в Миссаре. Маленький Египет, что в Миссаре. Маленький Египет здесь. Точка синхронизации здесь я открыл. Значит, идем маленький Египет. Какой-то там южной части. В общем, предположительно, конечно, все-таки, я думаю, это бонусы. Возможно, если ты какую-то часть приобретал, или она у тебя есть там, и ты играешь какие-то другие. Это то же самое, если я сейчас куплю Вальгалу. С дополнением. Там какой-то... Как она там называется? Блин. Вот поправьте меня. Вальгалла и Одиссея. Пересечение, что-то там такое. Пересекаться. Что-то, короче, такое мне сказали. И приобретите типа Вальгалл. То есть, если я Вальгаллу приобрету, то... Вроде бы как я получил бы какое-то пересечение или перекрестки какие-то. Я не знаю, честно. Что-то из этого. Кедония. Где у нас Кедония? Маленький Египет. В восточной части. Восток у нас справа. Кедония. Вот она, Кедония. Пошли искать. А так вообще, читаешь квест, ее дом расположен в восточной части Кедонии. И ты думаешь, что за Кедония? Что за местность Кедония? Что за остров такой? Нет, а это дом? Либо крепость какая-то. На двери зеленая ткань. Ага. Короче, надо туда залазить. Зеленая ткань. Нет, ну я на месте, я понял. Просто жестко, тут столько дверей. Тут вообще все в коврах. Пуп-пуру-пуп-пуп. Давай-ка смотреть внимательно. Если мы сделаем так.
то восточная часть это где-то вот здесь. А я сейчас лазю на южной стороне. Ничего себе-то поэму там. То. По идее, вот она, восточная часть, если я правильно стою. Да, если я правильно стою, то это восточная часть. Далее уже не то. Даже исходя, если я выбрал второй, третий этаж, то тоже уже является восточной частью Токидония. Зеленая ткань. На двери. Может, я ошибаюсь? Орел, братан. Чего? Вон она. Представляете, я ошибся совсем на чуть-чуть. Просто на 170 метров. Так в целом надо не забывать про орла. И все будет нормально. Реально это восточная часть? Ой. Я разрублю тебя. Дерьмо. Ты заплатишь. Она дала им отпор, но проиграла. Какие нехорошие, а? Снаружи мертвые стражи. Молодец, Мисти. Меня опередили. Оставалось только отомстить за нее. Она верила мне. Я хотел сделать ее счастливой. А я искал ее долго. Только не пытался. Приносил ей только боль. Больше ничего. Не стоило рассказывать ей, что я хочу вернуть ее мужа. Это ведь я виноват, да? Нет, не ты. Ты меньше всего хотел, чтобы все так закончилось. Когда она улыбалась, я знал, все хорошо. Неважно, кому улыбалась. Ты сделал, что мог. Но этого недостаточно. Да, ты прав. Возьми. Я хотел отдать это ей, когда помогал им сбежать из Кедонии. Им бы пригодилось. Теперь им это не нужно. А мне хранить слишком невыносимо. Возьми в качестве платы за труды. И прошу, уходи. Ну, с виду он, правда, добрейшей души человек. А вдруг он у нас культист? Ну, а вдруг? Вот просто оп, и вдруг. Ладно. Так. Тут какие-нибудь у нас квесты появились с вами? Нет, друзья, тут, походу, все пусто. Нам остается всего лишь помочь здесь кому-то. Здесь... А это что такое? Боядин Хасталин. Помочь там... сидел какой-то... На съедение, что ли, его связали, посадили. Надо это...
подсобить. Филя. Здорово, Грифон. А вдруг ты культист? Слушай, а может быть? Может, и я культист. Но пока эту локацию не обследую, я так и не узнаю, кто тут культист. Спаси меня, пока мне птицы не выклевали глаза! Или волки не разодрали, они рыскали в кустах! Я могу помочь. Но сможешь ли ты оплатить мою помощь? Не похоже, чтобы у тебя с собой были деньги. Выслушай меня! Так. Люди ограбили меня и оставили здесь на верную смерть! В их логове полно и других сокровищ. Если освободишь меня, я покажу, где их найти. Прошу тебя, помоги! Эти малаки! Я спасен! Спасибо огромное! Ты жив и свободен. Где моя награда? Злодеи забрали мое единственное сокровище — талисман, доставшийся мне от матери. Они хранят все под водой, в пещере к западу отсюда. Начнем охоту. Спасибо. Если ты убьешь их всех, я смогу спокойно спать. Чё? Сейчас я прочитаю, ребят. Я пришел. Найди талисман на голову лучника. Я игру проходил, но ни квестов таких, ни коняки такой не помню. Кони квест только в DLC Атланты. В DLC у меня тоже не куплено, если что. Но видишь, кто-то говорит про огненные коняхи. У кого-то огненные коняхи. У меня такой коняха. С квестом получился. Нет, я, если что, Грифон, или кто там заходит, в чем тут пока суть. Я пока что выполняю на культиста. Культиста еще, бывший культист, готовится к битве на Миссаре. Помогите местным жителям. Вот, в общем-то, хочу его как-то тут найти. Перед тем, как отправиться непосредственно уже по основному сюжету и помогать там непосредственно Кассандре. С вашего позволения, да, на минутку отойду. Сейчас потянусь. Ну да, квест талисман голову лучника. Все правильно. На Миссаре. Местным жителям. А кому тут еще местный житель? Тут пока местные жители никакие нам не говорят. Не просят, точнее, о помощи. Квесты не дают. А Миссара у нас еще... А точно это вообще на Миссаре? Это там Миссара? Ну-ка. На Миссаре, да, все правильно. И потом в Певку идем. Там будем ловить культистов, крокодилов. Сейчас.
Так, ну что, помчались в пещерку. Чё почитал? Поискал в интернете, говорят, про огненного коня. Оказывается, первый огненный конь можно получить, если займешь первое место в наемников. Второй конь из квеста DLC Атлантида. Это про огненного, да? Ты имеешь в виду? Ну вот. Значит, надо наемников побольше поубивать. Я видел одну, это самое, девушку вроде проходила. Так у нее там топор, ну, в рекомендациях опять же уплывает. Зашел, она тоже Одиссею проходит. У нее там огненный топор какой-то был. Не знаю, может задонатила. Как из комплектов нарисовано. А может тоже по каким-то соображениям, ну, квеста получила. Так, мне, наверное, туда дали, да? Камушки, ладно, пока оставим. Освободи узника, забери вождя клана. Что это такое за талисман может быть интересный? Талисманчик. Ты одна тут? Что ты кричишь-то? Я ее спасать пришел, она орет. Меня тут заперли. «30 к общему показателю брони». Хорошо. А, вон наверх подняться. Наверх, либо сюда. Рукавица бойца. Не-не-не, подожди, пещера еще не исследована. А как же вожак? Или это был вожак? О! Исследуй пещеру, найди. Еще не нашел, идем. Какая-то пещера здоровая. Спикрошка, здорово, добро пожаловать. Чё? Одиссея и Оригинал две разных игры. Ну, серия игр-то, в принципе, одинаковая, но лор разный, да. Одиссея задолго до Оригинала. События. Тот самый талисман, о котором говорил Голый. С виду дорогой. Говорил Голый. Ну да, типа, насколько понятно, как по мне, Одиссея, ну, из лора прочитанного, это как вообще создавалась вся эта... Вот этот вот логотип, вот, который сзади меня, ассасина, это в виде, типа, ворона там на песке черепок он поднял. Что они мстили там и так далее. А это еще до событий, истоков в Одиссее происходит.
Тут как бы как таковых ассасинов-тамплиеров нету. Есть только, если мы в Анимус, как бы в наше время перенесемся. Там, как она? Лейла, по-моему, Хасан. Она не хочет допустить, чтобы нашли тамплиеры в реальном времени. Вот эти вот артефакты там. Копье Леонида там. А в этом мире нет. В этом все с богами. Так, а одно очко, да? Ну давай, наверное, вот сюда я и прибавлю. Выпускает стрелы, 5, каждая из которых наносит. Выпускает 7 стрел, каждая из которых 100 можно использовать. Но это вообще жуть. 5, куда там? Это очень много. Так, а талисман тебе надо вернуть-то? Где он есть-то? Не, все, он пропал. Просто талисман забери. Так, ну давай тогда сюда. А, вот Массара, поле битвы. А чё ж я сразу не догадался? Культист готовится, по-моему, как там написали, к битве. Готовится, да, к битве на Миссаре. Вот, вот, вот. Наверное, вот это и есть. Это ж типа полигон за контроль над землями. Давай попробуем. Так, с огненными конями немножко понятно стало. Спешиться, присесть, двоечку, не успел. Похоже на маску, да, культиста? А, тут драка афинян, спартанцев. Первый раз узнал о ассасине на Original, что это было просто взрывом мозга от огромного мира и свободы. Еще я... Тавтологию какой-то. Если выкинуть в игру, то можно потерять. А, если вкинуть в игру, то может потеряться еще на часов 10. Ну, типа позалипать, да. Тут иной раз стрим-то заводишь, блин, часов 5 пролетает и... Чё? Как так быстро? Под разговорчики, под квесты, оно время летит. О, сегодня черепах пойдем купать, друзья. У них сегодня банный день. Довольны. Чё мать родила, говорит. Вот, поля сражений, добрались. Так, надеюсь, что здесь этот культист. Забери сокровища, плюс там обзор. Не можешь так долго в игры на прохождение поиграть? Ну, не знаю, это, мне кажется, это какая-то некая усидчивость должна быть, некий интерес происходящему. Ну, к примеру, я сейчас, наверное, возьмусь такую игру назвать, которая очень тоже залипательная, это как Disciple 2. А тем более сейчас там, по-моему, можно с каким-то... Игроки-фанаты, по-моему, сделали некий патч, который можно играть в любом разрешении. Вот, Disciple 2.
Обалденная игра. Стратегия, я имею в виду, пошаговая. Главное, атмосферная. Тоже можно залипнуть на очень долгое время. В ММО игры. Только думаю, что все это боты, сразу ухожу. Ну, есть такое. Значит, ты не берешь во внимание сам сюжет, а играешь просто против игроков. Так, ну давайте, ребят. Ну я уже вот поля сражения пришел. Ну должен быть где-то этот культист. Метро, да, тоже можно залипнуть. Особенно два полковника, прям вообще на одном дыхании можно залипнуть. Там, правда, пару часиков сколько там уходит. Ну, спидраннеры, я понимаю, там надолго. Ой, на быстро можно пройти. А так, если наслаждаясь, то 2-3 часика. Ты кто там? Ой! Вот это-то, конечно, нормально. В опасность меня поставил с конем Хрюндель. Но это, видишь, это говорит о том, что меня вот вдохновило Disciple 2 поиграть. К примеру, на очень долго, прям залипательно. Ну, там можно еще, если в памяти поковыряться, назвать какую-нибудь игру Silent Storm, как вариант. Это все пошагово. Здесь тоже не мало интересных вещей поковыряться, побегать. То, чем впечатлен, скажем так. Так, это древний Эфес, дом Ордоса. Тут что-то, я смотрю, вообще мирных жителей не наблюдается. Он готовится, говорит, к битве. Значит, он может быть в данном лагере. Только не поджигай. Вот это лук, вот это калашматье тут залпом. Плюх. Ты сейчас миссари, да. Да, мир. Если да, то если взять квест от жрицы у храма, можно найти культиста. Так, еще в певке есть правитель, его сын культист. Но в певке там много про культистов сказано. Угу. Да, некоторые культисты у меня уже, я понял. Спасибо за напутствие. Некий храм, да, значит. Так, табличка. Вот она. Не понял? Понял. Храм как раз-таки вот какой-то стоит. А вот и ребята. Театр строят. Теней. Опять же, вот квесты должны подсвечиваться у нас, по сути. Тут какое-то поселение, тут какая-то точка.
Наследие Миноса. Бухта. Но тут я не вижу больше никаких. Значит, уходим и идем к бухте туда. А правители, они вообще тут это, некоторые засранцы, они сами культисты. Ибо они сами в правлении не могут стать. А, без культа. Не, ну типа какие-то важные там персонажи, то да. Там избранные народом или там еще какие-то там полубоги, может быть. Как мы, да? За ЧС вышел. Стой, 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 ты какой хорош, тихо, тихо, тихо. Пришел сразу на ДБ. Ой. Заметили. Он типа сам освободил пленников. Да, сейчас я дойду до туда. Да я понимаю, что квесты надо искать в каких-то жилых районах. Бухта осьминогов. Ну тут стопудово опять же не будет, да, никакого. Там даже не видно. Бунт каменотеса какого-то. Может быть, это и есть квест? А, киса. О, Гераклион. Сейчас, подожди, Гераклион. Давай смотреть. Так, орел. Точка обзора. Орел. Некая табличка. Так, а по карте? А по карте вот у нас первый квест. Сначала орла. О, наследие. Короче, тут, да, сейчас разберемся. До пристани я и так могу быстрым перемещением сделать. Пока туда не побежим, значит... Ну вот он, храм тогда получается. И в храме 2 квеста или рядышком. Сейчас быстренько его отчпоньк и до певки.
Анорского дворца увидишь дерево, что к звездам тянет ветви. Как и любви, лежащие меж корней, ему не дотянуться до небес. Вокруг меня лишь кости до кора. Я проклинаю ими данные обеды под дерево, что помнит их слова. Приди и подари свободу мне. Хвала богам! Мистий, помоги мне. Что случилось? Морские бури не утихают. Посейдон зол на нас. Вы уже приносили жертвы? Обычных жертв недостаточно. У меня посох есть. Нужно совершить Ой, ритуал. трезубец. А для этого нужен особый обрядовый топор. То, топор? Возьми другой, нет. И ради Посейдона нужно найти этот топор? Верно, но только ради рыбы-меч. Рыба-меч? Кто это? Он тот, кто велел нам ежемесячно совершать ритуал. Он хозяин рыбного рынка. Мне лучше замолчать, Мистий. Никто не смеет говорить о рыбе-меч. А если я потребую? Тогда я потребую найти топор. Потребуешь? Нет, то есть вежливо попрошу. И, конечно же, щедро заплачу за твою помощь. Давай, да. Где мне искать твой топор? У разбойников. В пещере к востоку от города. Если идти вдоль берега, точно их найдешь. Я посмотрю. И не размахивай им! Это хрупкий, обрядовый топор. Блин, такое напутствие. И не размахивай. А ничего, что они вообще разбойники у себя его держат? Как бы волновало бы то, что они могли сломать, а мы-то всего лишь вернем тебе его. Так, грабящим бухту осьминогов в Миссаре. Скрывается в пещере к востоку от Гераклиона. Гераклион, восток. Похож на пещеру некий, да? Правильно, запад, восток, да. Ладно, Филипп, отдыхай. Возьму-ка я скакуна арабского. Хотя фиг его знает, как они выглядят. Но наслышано. Ой, Филипп, смотри за мной. Я пришел. Погоди, еще 130 метров. Главное стелс. Так, исследую местность, найди топор Аркалахариона. Так, налево пойдешь, направо пойдешь. Ага, тут в тупик попадешь. Будь здоров, мать. Так, как бы не заблудиться, там еще один идет.
Так, сокровище и главарь. Сокровище, значит, топор где сокровище должен быть. По идее. А вот сокровище есть. Некий сундук. Нифига это. А, вот он топор, вот. Вот и топор. Таким никого не зарубишь. Так, остался выход. Если вокруг темно, да, удержите факел и не обожгитесь. О, рыська, да-да-да. Лучше сразу ее подметить. Не успеешь, все, на твоей спине будут кататься, тебя кусать. Братан, вставай. Что-то сегодня прям какие-то подтормаживания, что ли, я не знаю. Ребят, по картинке-то, по звуку-то вроде нормально написали, да? Во-во-во-во, домой такое, мать, дерево надо. Тут эти оливки растут или финики. Я могу как-то помочь с поисками? А, топор. О какой рыбе меч ты говоришь? Скажу, и он убьет меня. Не скажешь, я убью тебя. Хозяин рыбного рынка. Он собирает дань с рыбаков. Кто не может заплатить, Вообще без вариантов. на корм акулам. Почему ты боишься рыбу меч? Его боятся все. И с ним не шутят. Однажды кто-то чихнул при нем и остался без носа. Вот так доброе имя. Покажи, где живет рыба меч. Я не знаю. Никто не видел его несколько лет. Говорят, он умер. Недавно один рыбак сказал, что раз так, то и платить ему не надо. Вот он точно мертв. Я рискну. Так где он живет? Раньше рыба-меч жил на рыбацком маяке на севере. Проверь там. Я нашел, вот топор. А за этот топор хорошо заплатят. Нет, не продавай его. Отдай мне. Возьми все мои деньги. Держи, он твой. Принадлежит тебе. Держи. Я уже начала волноваться. Спасибо за помощь. Так, что это за какой-то этот рыбомеч? На рынке живет. Никто не знает, где его искать, самое главное. Заметили? Рынок у нас, наверное, вот этот. Тут какой-то у нас, не знаю, крепость может быть. Тут крепость, возможно. Проверка автор. Понял. Проверил. Так, ну в общем, ладно, жрица нам уже намек дала. Какой-то опасный, да, кто держит рынок. Тут, по-видимому, надо какие-то квесты тогда искать, чтобы дальше нас вела дорога. До культиста, да? Уголок рыбака. Да не, сокровище тут. Ну, можно стырить так, чисто символически. Все, сейчас настучит.
Вот, мирный житель. Сейчас, секунду. Ну, смотри, тут движуха такая неплохая. Причал там, все дела там, смотри, котомки с товара на продаже. Осьминоги. Кстати, я люблю таких маленьких замаринованных осьминожков прям трескать. Что случилось? Мой муж А большой бы меня бы стрескал. плыл рыбачить к берегу Анафи и не вернулся. Че он заслужил, что с ним? Ты не зря волнуешь? По нему. Я не просто скучаю по мужу. Боюсь, ему грозит опасность. Какая опасность? Пираты. Их видели у наших берегов. Я говорила, что плыть опасно, но рыба-меч требует денег. Кто этот рыбомеч? Что это, рыба-меч? Мой муж знает о нем больше, чем я. Спасибо, и он тебе расскажет. А я, кстати, так и не спросил у этого в храме перед тем, как отдать топор. Кто он такой? У него быстрая лодка. Увидев пиратов, он мог пристать к берегу. Я спасу твоего мужа. За плату. Я найду денег. Только спаси. Я его разыщу. Откуда начать? Он рыбачит у западного берега Анафи. Плыви на север. Если он жив, вернется. Я помогу, но если он жив, вернется. Поймать и отпустить новое задание. Так. Где мой катер? Кажется, ты очень взволнован, Геродот. Мы приближаемся к одному из древнейших регионов — земле минойцев. Потрясающая, загадочная цивилизация, опередившая свое время. Минойцев? Может, заглянем? От их цивилизации остались лишь руины. Она была утеряна давным-давно. Но на своем пути ты нашел ответы на многие вопросы. Кто знает, вдруг ты сможешь... Смотри, некий затонувший храм тут. Опа, сейчас походу будут морские эти баталии, друзья. Надо быть готовым ко всему. Ёла-пала. Сейчас, друзья, 2 минутки. У меня что-то прям это... Вот залипаю я спиной. Надо походить. Прям пару минуточек. И продолжить. Сейчас. Там пираты уже, да, сколько? 2 корабля. Но у нас улучшение. Возможно, мы сейчас еще какие-либо сделаем. По кораблю. Опять же, если хватит древесинки и так... Ох, спасибо, ребят, за поддержку. Прям от души. Спасибо вам большое. Вот, если хватит древесинки, надо будет посмотреть. Хотя вот так вот сделаем. Тут и снаряги нашли мы. Два астракона только нашел. Кстати, астраконы дают, по-моему, таблички. Там какой-то хороший такой лут. А, это я читал. Ага. Копье. Так. Сандали нет. Это нет. Это все на продажу. Это все синенькое. Тоже нет на продажу. На продажу. Так, корабль. Так, тут очень много шкур нужно. Тут тоже шкуры. Дерево. Прочности к броне. Вот это можно. Раз. Копия. Не знаю. К тарану 2. Стрелы денег нехватка.
Давай, наверное, вот это я возьму к прочности корабля и броне. А что-то фиолетового тут все равно таблички. Тут эти улучшения фиолетового не требуют, а тут все равно требуют, заметьте. Таблички. Сейчас, ребята, одну минуточку. Помчались. Так, сохранение я делал, да, все нормально. Сможем, не сможем. Так, они первые нападают, да. Сейчас одного забайтить, как-то расстрелять, потом со вторым. Гребем, ребята, гребем. Там еще, что ли? Да, там еще один. Тут все прям пиратами кишит, но... Ребята, мужики. Что-то, походу, меня поджали. Ты глянь, тут 4 корабля. Не, это жестко. Согласен. Присядьте, присядьте, ребят, вы где?
Не, все, кирдык надо переигрывать. Они набирают скорость, будут таранить. Стрелянки готовы. Еще раз. Я вообще там на один удар. Мы слишком близко. Ой-ой-ой. Начать бой, капитан. Их больше, чем нас. Еще раз. Быстрее не получится. Готов. Блин, мне как бы установиться бы. Мы кое-что нашли. Да какой мы нашли? Гребите. Гребцам нужен отдых, капитан. Все паруса дырявые, ребята. О-о. А что это такое-то? Стой. Стой, стой, стой. Все, что о ней известно, это мифы. Моряки рассказывали историю об убитом Иринияме капитане, которого возродили в качестве видения, известного как Осьминог. Она командовала элитной стражей культа, используя преданность тяжелую руку. То есть я еще тут одного убил, пока плавал, что ли? Прикольно. Отец культиста, правитель Миссара. Исследуй подсказки, чтобы выяснить. Доберись до всех культистов из этой группы, чтобы добыть сведения. А, в итоге она там затонула. Как мне уйти-то от нее? Может пришвартоваться? Не могу. Пробуем, короче, как-то пятака. Обломки корабля. Ох, нет. Стоп, стоп. Я понимаю, что мне надо сюда. Быстрое перемещение тоже нельзя. Сейчас малех от пиратов. Это может нам пригодиться. Что-то жестковато. 3-4 корабля реально. И как-то рандомом убил еще при этом культиста капитана. Ну ладно. Чисто случайно. Хотя там, по-моему, золотой был щит, да, какой-то? Эй, можно разворот? Мы больше не можем плыть так быстро. Капитан покинул мостик. Так, призови Икара. Это он.
Все, я за братюнькой рванул. Спаси рыбака, главное. Рыбак, тихо. Беги. Все, тихо. Меня прислала твоя жена. Хвала Посейдону. Во. Пираты ждали прилива, чтобы напасть. Нужно уплывать. Я провожу тебя в Гераклеон. Плыви, я за тобой. Плыви, говорит, а ты на чем поплывешь-то? Вот на этой штучке? Айда к нам на корабль. Сокровища. Так, а где они? Вижу. Привет, Миш, удачного стрима. Спасибо большое. Doom Slayer. Ты переименовался, кажись. Добро пожаловать тебе, хорошего дня. Спасибо. Я, по-моему, на английском, если я не ошибаюсь, да, был никнейм? Так, теперь нам надо пепельные холмы. Ладно, у нас, если что, есть тут пристань. Мы до пристани можем быстро перемещением. Так, ну, в надежде, что он нам сейчас... Хочу, налей кофейку, пожалуйста. Вот, надеюсь, что она сейчас расскажет про какого-то рыбомеч. Да, я вспомнил, да, твой ник, Doom Slayer. На кухне. Рыбак у нас на борту. Забыли его сейчас. Да, аватарочка не прогрузилась. Я так тебе благодарен. Отлично. Чем тебе отплатить? Мне надо... Награды не нужно. В мире и без того полно вдов. Зачем нам еще одна? Рад был помочь. Мы порядком задолжали рыбе медь. Вот. Так что спасибо за доброту. Но все же возьми. И что же там под водой у маяка? А где информация-то? А где эта информация? Она же сказала, отец, ой, этот муж мой знает больше, чем я. Спасибо, он тебе расскажет. Ведь культиста-то мы не нашли. Вот, бывшие готовятся к битве на Миссаре. Помогите местным жителям. Мы вот этого всего лишь на море нашли. Осьминогу, супер. Спасал. Что там, говорит он, у маяка? Вот это имеется в виду, наверное. На разведку нет времени, морские. Короче, я не нашел. Ну, я реально не нашел. Так, как... это задание. Значит, продолжаем бегать. Так, стоп. Еще. Вот это. Да. Я вспомнил название твоего никнейма на английском. Это самое. Пришел за одним культистом, в итоге нашел у другого культиста. Ну, опять же, случайность. Случайность не случайно. Но на самом деле за морских культистов, кто на море, мы пираты, да, получаем. Тоже неплохо. Комплект, я имею в виду. Это военный лагерь. Что тебе надо? Да все, мне, мужики, мне ничего не надо, мне надо
понять, кому тут еще помочь. Где этот хозяин, как его там, рынка, вот. Вот, что он сказал, что там у маяка. Как раз таки вон он маяк. Или, по крайней мере, похоже, нет, это не маяк. Всем вольно! Наш капитан уходит! Ага. Акулы. Ребята, мое почтение. Все, ныряем. Акулий зуб. А ты глянь, они какие-то фиолетовые. Еще и кожа. Че это тут, кого-то съели, что ли? Да погляди, да? Кого-то съели. Так, стоп. Нет, дружище, вот я не знаю, как он у меня всплывает. 11 кусков металла там или камней набрал, а еще и всплыл при этом. Ты чего? Глянь, хижина какая-то. Как такое можно сделать в пещере, под водой причем? Видимо, это дом древнее нас. Клетка. Область, говорит, исследована. А теперь куда? Прыжок отшельника. Может, как-то наверх? Ну все, ну ладно, брат, все. Погнал там меж этих лазить стен. Так, это что тогда за штука? Быстрое перемещение. Чтоб не плавать. Раз, два и наверх. А, еще кузница Гефеста надо посетить. Наконец-то! Капитан покинул вахту! Да, подождите, ребят, там я еще кое-что забыл. Вот, он сказал, что-то там на маяке. То есть мы сейчас на маяке. Забери, говорит, сокровище. А сокровище-то где? Нашел. Маяк пустой оказался.
Ну, нет, по чесноку мне это вообще ничего не дало. Рыбак тот, который мне отказался говорить про этого главаря рынка. У бабушки я забыл спросить, кому топор принес. Не подходи ближе. Тебе не... Тихо, только не обожгись. Стой, 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 стой. Мужики, есть вот такая штука. О. Готовься к смерти! Смотри, у него что-то светится, какая-то информация. Да хорош меня бить-то. Не, нифига не информация. Просто лутаю в избытке. Как поживаешь, Д. Ричард? Д. Ричард говорит. Думслеер. Давно тебя, да, не видно, не слышно. Как твое ничего? Д. Ричард-то мы здоровались. А, вот что у нас. Грядущий Пегас мы получили. Паруса какие-то. Сойдет. Это все у нас в продажу, да? Угу. Лук в продажу. Вот, и в итоге что имеем по карте? Осьминог, карта. Ничего тут не сказано ровным счетом. Значит, идем. Вот, какое-то золотое аж. Наверное, здесь. Лагерь я не зачищал. Видите, там какой-то золотой вопросительный знак. Может, там этот хозяин рынка? Появился. Охотник? Ты охотник? Нет, ты просто. И я просто. Мора зашлись, как море, корабли. Да. О, ты, стой. Гносийский дворец. Даже в то время, да? Ну, типа, цивилизация только зарождалась, там, цари, боги там и так далее. Уже были некие какие-то затопленные, брошенные города, разрушенные. Хорошо. Хорошо у меня, как у тебя. Я сам на консоли игры играю. Я понял. Ну, дай бог. Да у нас тоже все потихоньку это самое. Болели тут в конце месяца, болели этой штукой, ковидом. Всей семьей, короче, переболели. Сейчас вроде все в порядке, уже отрицательные тесты. Вот. А так, бахаем. Не, ну консолька и это самое, я как-то что-то спрашивают, я там на консоли играю. Не, консольки вы не поймите, я сейчас не тебе, Думслеер, а вообще в целом. Консолька имеет место быть, и интересно, что позалипать-то?
поиграть. ПК это вроде больше как для всех нужд остальных, а консолька. Кнос. Супер. Это здесь правил царь Минос. А, Минос. Опа-на, а там кузница-то глянь. Там кузница это копье Леонида, да, по-моему, улучшать? Да. Лабиринт затерянных душ. Мифы и Минотавры. Вот они еще квесты подкрывались. Вот, и к тому, что позалипать и так далее. Просто я, например, я не могу к джойстику привыкнуть. А ты тоже в эту, да, играешь, Doom Slayer? В Ассасинов. Наш сундук, он мой. Понял. Я не вор, но будь я им, я бы не взял этот хлам. Это не хлам. Эти руины... Странное место для лагеря. Зачем ты здесь? Давным-давно мой отец, искатель приключений Никиус, вошел в лабиринт прямо под нами, чтобы украсть сокровища Минотавра. Снаружи я слышал вопли и рев, а потом выбежали его люди. Минотавра. С ними не было. Нужно спасти его. Печально. Но насколько я слышал, Минотавр живет в Певке. Вот. Он весьма знаменит. Привет Они всем. не знают, о чем говорят. Настоящий Минотавр в Нисаре. Так и в Певке говорили. Это обман. Поверь, я знаю. Михась, мое почтение, добро пожаловать, хорошего дня. Ты Проходил сказал, истоки. лабиринт под нами. Да, под храмом есть жуткого вида потайной ход. Отведи меня. Я убью Минотавра и найду твоего отца. Труп, хотел сказать. Ты не Плейлист врешь? на плайке. Я убью Минотавра и найду твоего отца. Спасибо, Мистий. Мне никто не верит. Ха. Успокойся и отведи меня к лабиринту. Как тебя зовут? Ардос. Ну, за мной. Вход находится там, в самом низу. Вон там, внизу. Слушай, а у меня прям язык повернулся сегодня. Чего сам проходил DLC на плойке. Да, ну, это привычки, дело привычки, конечно же. Я сегодня говорил еще такой, говорю, ребят, там, по-моему, Минотавр или кто-то еще на этом находится. А оказывается, квест у нас вел именно на певку по Минотавру. А видите, как получилось, он говорит. Это всего лишь слухи, Минотавр здесь говорит. Медуза была, наклонная черта влево. Медуза? Нет, еще не было никакой медузы, Миш. А был только этот бык. Так. Так, это Гефест, это певка. А где эти подвиги? Квест, подвиги. Следуйте за Ардосом ко входу в лабиринт. Так. Я сейчас, Мишанька, это самое, культистов еще. В общем-то, вот этого я хочу. Тут написано, бывший культист готовится к битве на Миссаре. Помогите местным жителям. Помогая местным жителям, убил в итоге в море вот осьминога. Вот на карте. Вот здесь вот рыбаку помог. Вот здесь где-то осьминога вот здесь вот где-то подрался. С пиратами, победил его. Причем самый первый корабль, который на меня сагрессировал из пиратов, это был как раз-таки вот этот культист, капитан. Но по факту я не нашел другого культиста, который на Миссаре вот здесь вот. Вот, поэтому сейчас я двигаюсь по вот этим знаковым вопросам. Ну, вот тут правитель какой-то находится. Еще один населенный пункт. Здесь, оказывается, руины, здесь населенный пункт. И уткнулся его до лабиринта затерянных душ. Голова пойдет кругом, Мисти. Там огромная комната. А Минотавр, да, он правильно сказал по квесту, он был на певке.
Что там огромная дверь. Ладно, пойдем, потом, если что, полазим. Тесей убил Минотавра. Ложь! Я слышал! Рев, как раскат грома. Да, точно. Минотавр все еще жив и голоден. Славно. Рад, что ты Славно, говорит. встречался. Теперь у папы есть шанс выбраться из лабиринта. И зачем было делать вход так глубоко? Еще чуть-чуть. Ох уж эти минойцы. Ох уж эти минуются, говорит. Мы пришли. Разве не удивительно? А, я, говорит, новую часть Assassin's Creed Valhalla играю. Блин, да чего вы все в Вальгалу-то играете? Я как не посмотрю, мне уже самому Вальгалу. По Вальгале охота. Да Ричард там играет, тоже на кошмаре вроде. Тоже будем на кошмаре, я думаю, начинать. Ничего подобного в жизни не видел. Я повидал, но это... Удивительно! Значит, Минотавр обитает под Кносским дворцом. Открывай. Пора убить Минотавра. Да. То есть, получается, этот квест на певке про Минотавра, я должен идти был сюда. Не волнуйся, мы найдем путь. Может, ты что-то знаешь? А, он не знает, как открыть. Знают люди, которые были в лабиринте с папой. Я хотел узнать у них, но... Они со мной не говорят. Со мной придется. Кто эти люди? Собиратель, рыба-меч и мой старый опекун. Вот он. Опекун, Этот рыбомеч. крупный старик, не хотел говорить об отце или Минотавре. Так что я решил сам все выяснить и ушел от него. Фараонов он только Лихо. остался. Собиратель скупает всякие странные вещи. Он купец в Гортине. О, и последний. Его зовут Рыба-меч. Оу, Ну да. ты подумал, Он что ты главный говоришь? дух. Да? Ну, папа получит за такие слова бан, и все, и навсегда. Вообще, без фанатизма прям. Злой. Я, если что, там осуждаю, если что-то там услышали. Так, а как мне найти рыбу-меч? Искать рыбу-меч. Начни поиски в уголке рыбака в Гераклеоне. Рыбу-меч давно не видно. Может, он мертв? В Гераклеоне? Рыба-меч? Должно быть, у него длинный нос. Нет, нет. Он хорошо владеет мечом и... Владеет рыбой? Вроде. Чем Миша не стоки DLC поиграл? Проклятие фараонов он только остался. Ты имеешь в виду из DLC только пройти? Это про Assassin, это Valhalla? А где найти собирателя? В Гортине. Его чудной дом находится рядом с какими-то красными колоннами. Я одолжил у него пару вещиц. У него их так много. Он и не заметил. Не пытайся одолжить что-то у меня. У тебя? Ни за что. Не заметишь. Не заметишь. Так, а где опекун? Расскажи об этом старике. В общем, мой опекун недавно прислал мне весточку. Он хочет встретиться в Фесте. Как мило. Ха! Он не хотел говорить о папе или Минотавре. Вообще. Поэтому я и ушел. Я встречусь с ним и, может, что-то узнаю. Он будет ждать в нашем старом доме к северо-востоку, рядом с Фестом. Где, говоришь, твой опекун? Бывший опекун. Он будет ждать в нашем старом доме к северо-востоку, рядом с Про Фестом. Египет там 2 DLS и основная. Я Основную развяжу им прошел, и язык. одно DLS осталось, еще одну сейчас решил его добить. Так, в Ассасине про Египет там... Ты про истоки, что ли, Египет?
Египетская сила это. В Одиссее там осталось тоже одно ДЛС Атлантида. Что-то, Мишань, ты прям шикарно. У тебя все в DLC прям. Нам бы так бы пройти бы сюжеточку, познакомиться. Так, давайте разберемся. У нас с вами... Где найти рыбу-меч? С опекуном. И собирателя. Коллекция в лабиринте. Как мне подсветит? Да, в принципе, тут можно поговорить. В Эльгалле основную еще не прошел. Вот, не надо, не проходи. Дождись меня, а то вы все там все в Альгалу. Там Mass Effect пока Мишанька можешь порубить. Так, ну я думаю, что вот этот рыбомеч... Маги должны что-то знать о рыбе-меч. Это и есть оккультист. Я ищу рыбу-меч. Поможешь? Сгинь, малака. Классно. Сгинь и все. Так, а ты? Слышал, ты ищешь одну рыбу. Да. Рыбу-меч. Надеюсь, знаешь, что тебя ждет. Он жесток. Чихнешь, а он тебе нос отрежет. Стоит упомянуть его имя, и все вздрагивают. Он подчинил себе Гераклеон и всех жителей. Где он? Его давно никто не видел. Ну, оккультист, наверное, стопудово. Что он правит Гераклеоном из подземного убежища. Это смешно. Все, что знаю, Мистий. Из подземного убежища? Почему ты говоришь со мной, раз он так опасен? Я стар. Я устал кланяться и платить налог. Если убьешь его, всем станет лучше. Больше ты ничего не скажешь. У меня приказ. Всякий, кто говорит о рыбе меч, умирает. Открой карту и найдешь цель. Подземное царство. Нет, это не то. Это как раз таки... Опекун, это не то. А это не тот самый голый разбойник, которого мы спасли. В Миссаре в последний раз вы видели урбатского маяка в бухте осьминогов. Вход в логово скрыт в воде. Это отшельник, что ли, этот? Походу, это и есть этот отшельник. Просто все сходится. Абсолютно. И маяк, и вход подземный. Это тут. Причем, заметьте, я там был первый раз, но его не было, пока квест я не взял, да? Ну, как бы нам труда не составит еще раз туда заглянуть. Найди рыбу-меч. О боги!
Что тут происходит? Рыба-меч. Ну он хоть дома. Деймос, я ждал тебя. Ты Культист. Я же говорю, культист. пришел укусить? Я не имею отношения к культу. Думаешь, я верю? О, нет. Я здесь из-за... Не, он говорит, Демос, я ждал тебя. Я не пойду. Возможно, он против. Плевать, что я в долгу у культа. С меня хватит. А, он в долгу. Хочешь артефакт? Иди сам. Если уж культист, то это навсегда. Что тебе от меня нужно, Деймос? Ответы. И ты мне их дашь. Как ты здесь очутился? Прячусь среди отбросов. Нет, них. Показываться мне нельзя. Но Гераклеон все еще мой. И рыба, и все жители. Безумец. Ну, вообще что-то какой-то дикий, да? Что там случилось? Что привело тебя к этому? Минотавр случился. Мне повезло. А вот Никиосу. Культ космоса обещал мне все. Но не это. Как ты попал в лабиринт? У Никиоса был ключ. Он вставил его в Стеллу. Тебе туда нельзя. Он убьет себя. Вырвется и убьет всех. Ты меня недооцениваешь. Так говорила Никиос. Ра! Скорблю тебя, акула! Ну, он здоровенький такой чувствуется. И ваншот. Не так уж он и хорош. Ага. Да, это культист все-таки. Попался. Приглядись и найдешь деньги, где захочешь. Опа. Все, что Ахилла. уметь убеждать. Говорят, что рыба-меч всегда пил вино из одной и той же чаши из черепа своей первой жертвы во имя Космос, который был его отец. Но время не пощадило рыбу-меч. После всех своих злодеяний он решил отречься от культа. Он отказался посещать Дельфа и даже не преклонился перед Деймосом. Но привыкнув к жестокости, так просто отказаться от нее он не смог. Все-таки мы его нашли. Так, это обсидиановые острова, это отец культиста, правитель Миссара. То есть вот он еще, где на Миссаре. То есть какой еще культист нам предстоит? Отец культиста, правитель Миссара. То есть нам надо к правителю, видимо. Получается, тогда мы 3 культистов тут найдем. Так, это у нас переходит 5% урона, переходит здоровье. Воина к адреналину, это Ахилла, да? Это что? Перчатки. А что у меня еще из Ахилла есть? Давайте посмотрим. Ну, этот классный, блин, вообще. Так, Артемида. Не, ну Ахилла я долго буду искать. Только перчатки, по-моему, и ботинки должны быть. Вот, пояс есть, убийца воина, Трикшансу. И боту, да, по-моему, есть Ахилла. Да, вот, ботинки есть. Еще 2 этих. Чтобы убить Минотавра, нужен 50 левел. Ну, у меня 46-й.
Это будет интересно, сложно. А, задание. Задание точно. Провел Гераклеона стене. Однако никто уже не видел его лично, мне очень жаль. Так, а задание это что, не выполнилось, что ли? По идее, должно выполниться. Опекуном. Да? Да, это опекун, все правильно. И на адресе не могу. Терзаемый Минотавром до самого конца. Все, мы уже смотрели. Кровь в воде. Ну, я думаю так, что пока сейчас дойду до... По другим событиям, пока побегаю, я думаю, доберусь до нужного мне уровня. Ну, хотя бы приближенно. Пойдем к опекуну. Значит, на Миссаре еще один культист. Смотрите, пришел за одним. На море нашел одного. Этот рыба-меч оказался еще. И правитель, отец... Там отец правителя. На Миссаре. Сейчас точнее. Отец культиста, правитель Миссары. Значит, надо в дом предводителя, наверное, идти. Там такая стайка кабанчиков пошла. Ух. Должно быть дом Ардоса. Где мальчик? Ардос. Ты его опекун? Вот. Я должен с ним поговорить. Не переживай о нем. Он цел, он далеко. Где он? Мне говорили, ты стар. Ты не выглядишь старым. Мне очень нужно его видеть. Кто сказал тебе о мальчике? Ну? Дело не в мальчике и не в старике. Но если я расскажу тебе хоть что-то, мне... Конец? Знаешь, что тебя ждет, если ты не заговоришь? Ладно. Что ты хочешь знать? Где старик? Старик! Они в деревне к юго-западу отсюда. Его привязали к столбу и избивают. Для чего им нужен мальчик? Не знаю, Мистий. Мне лишь велели привести его. Но мы знаем, на что они способны. И к ним бы попал невинный мальчик. На твоих глазах избивали старика. Но... Ты согласился похитить мальчика. Они дальше по дороге, Культ. Убей их всех. Поможешь и себе, и мне. Отпусти, и я ничего никому не скажу. Культ? Пусть Зевс свершит твою судьбу. Мне нужно найти старика. Спасибо, Мистий. Старик еще жив. Стоит проверить храм в Фесте. Храм в Фесте. Так, ищем. Так, храм. От поля жарких сражений на Миссаре. Жаркие сражения. Вот они. Хижина пастуха. Среди руин Феста. Это деревня Фест. Подожди. Театр. А где руины Феста-то? Я что-то вроде как все обыскал-то. К
К югу от поля жарких сражений. Поля жарких сражений, юг. Значит, здесь. Среди руин, разрушенного во время войны. Ну, то есть где-то, короче, здесь. Все правильно. Ну, я просто не знаю, где там еще руины, фест. Я думаю, поближе сейчас подъедем, и Кар скажет, предупредит, что мы рядом с целью. Так, постой-ка пока здесь. Да-да-да-да, во. Среди стражников есть старик. Среди стражников есть старик. Причем мы это зачищали уже. Ну, что-то меня лоб шелушится сказать. Что это может быть? Вода жесткая. Старик здесь. Так, старик здесь. И никому нет дела. Блин, адреналин не накопился-то. Ну как так-то? О, пошел. Главное, тихо, спокойно. Никто не бежит, никто не кричит. А ты делай свое дело. Я рассказал вам все. Погоди, кто ты? Я от Ардеса. Идти можешь? Ардес, хвала богам. Да, пошли. Сюда. Фига себе. Если бы я так в старости бегал, это прям топ было. Смотри, там на коняшке кто-то стоя едет. Дыши, старик. Ардес, мальчик, он невредим? Да, с ним все нормально. Он сам навлекает на себя беды. Я присмотрю. Я не дам причинить ему вреда. Хотя иногда и хочется задушить его. Ардес может устроить настоящее испытание воли. Я хочу знать, как попасть в лабиринт. Ардес сказал, ты поможешь. Я знаю одно. Там лишь смерть. Так. А где отец? Его отец в лабиринте. Это так? Да, он не вернулся. А те, кто вышел, никогда не обретут покой. Почему все сбежали из лабиринта? Должно быть, что-то случилось. Я не пошел внутрь, я не глупец. Никиус просил приглядеть за мальчиком. Я был снаружи и молился, но я слышал Минотавра. Двое вернулись, но Никиус... Ардес говорит, ты не хочешь рассказывать о его отце. Как можно сказать мальчику, что человек, которым он гордился, его отец, мертв? В память о Никиусе я не позволю его сыну войти в это проклятое место. Зачем им бить тебя? Уцелевшие бежали от Минотавра и оставили диск. Ключ к лабиринту. Я взял его. Тогда при чем здесь Ардес? Диск у него.
Он его украл. И я рассказал им об этом. Они пытали меня вести. Я держался как мог. Я подвел его. Подводил все эти годы. А почему тогда мальчик не сказал нам сразу, что диск у него? Люди, что пытали тебя, члены могущественного культа. Они и не таких сокрушали. Тебе стоит помириться с Ардосом. Он смышлен, но ему нужен кто-то, кто бы присмотрел за ним. Семья. Нужен ты. Он и видеть меня не хочет, Мисти. Не сдавайся. Насчет диска. Ардос не знает, для чего он, Мисти. С его помощью можно открыть лабиринт. Позаботься о нем. Диск, короче, как с циклопом в случае произошло. Говорит ли старик правду? Да. Но сам парень не знает, что с этим диском можно открыть. Все, понятно теперь. Так, нам еще осталось, по-моему, с собирателем поговорить. Ну, хотя мы уже, в принципе, выяснили, да, что диск у мальчугана. Но нам также надо некий опыт, да, пособирать и... Вот, с собирателем. Поговорить с собирателем. Поговорить-то это не тяжело, в принципе, да. Так, сюда. А вот он, дом правителя. Я думаю, что добежим сюда, откроем синхронизацию, Vision. Точку обзора. Ну ты куда пошел-то? Я надеюсь, отец убежал, а то его поросенок начал кусать. Так, как там по дороге? А вот. Я не знаю, кто это. Давай-ка через гору. О! Какой-то фильм, напомните, «Черная пантера». О, где они дрались на горе, скидывали потом сверх горы там в реку, да? Из этого кинофильма. Так и эти что-то в воде дерутся. Видимо, проигравший потекет с водопада вниз. Или они танцуют? Что они? Не, они дерутся. Он ему объясняет, а тот... Ладно. Тут ему такой, да-да-да-да. Тут... Деметра. Ой, ты, Мисти, да, ты. Я приду скоро, я приду.
Мне, оказывается, тут еще культиста надо найти. Третьего. Так, ты собиратель. Ты должно быть Скопидом? Собиратель. Собираешь пыль, что ли? Я здесь из-за Минотавра. Пыль горит. Нет, я не могу. Ничего не знаю о Минотавре. Меня прислал Ардас. Сказал, ты что-то знаешь. Ардас, мальчик. Не говорить с мальчиком. Мы обещали. Я пришел не ломать тебе кости, а поговорить. Ответишь на вопросы, и я уйду. Отвечу. Только вот Чё это правильного ты не задашь. Не будем играть в игры. Ладно. Тебе нужен доспех Тисея, который я продал в коллекцию в крепости. Думаю, мой доспех не хуже. Никеос думал, что у него лучший доспех в Греции. Он мог надеть доспех Тисея, но мне он подошел лучше. Минотавр ударил меня в грудь, я выжил. А Никеос... Не будь как он, надень доспех Тисея. Расскажи о мальчике. Сын Никеоса. Упрям. Негодник. Сын своего отца. Ты с теплотой вспоминаешь его, а говорить с ним не хочешь. А станет ли он слушать? Правда не защитит от всего мистий. Ты продал доспех Тисея. У кого он? Увы, начальников крепости. Там в пещере коллекция трофеев, а доспех — ее жемчужина. Вот это уже интересно. Им должно быть тяжело. Нет, просто. Броня могла спасти Никеоса, сохранить жизнь отцу мальчика. На доспех надел я. Он больше достоин. Это мучает меня. Мне хватает призраков. Дыши, собиратель. На этом все. Если доспех Тисея в крепости, я найду его. В доспехе Тисея больше частей. Мне удалось добыть лишь 2 из них. Но одну у меня украли. Если найдешь, забирай. Но если будешь отбирать его с боем, нанеси удар и от меня. Обалдеть. Так, его продали полимарху, находящемуся в наследии Миноса, что в Миссаре. Коллекция полимарха хранится в крепости до к югу. Говорят, заветный доспех находится в пещере внутри крепости. В пещере еще и в крепости. И это ж вообще... Появились некие тут вопросительные знаки. Полимарх, это понятно. Это, по-моему, предводитель. Крепость. Даже коллекция полимарха хранится в крепости Дедала. К юго-западу от Гартины. Теперь будет все выяснить. Вот. Походу нас сюда ведет. Как раз таки, да? Ну, в принципе, да. Это же Миссара до сих пор. И полимарх, или какой там дом хранителя, как он там... Полимарх может быть и в крепости. Это еще не точно. Наследие Миссора, его продали полимарху, находящемуся в наследии Миссора. Что... Короче, один кусок там, а один кусок там. Сюда мы вернемся быстро. А туда скакать придется. Подожди, доспех Тисея, да, он сказал. А что это за... У меня вообще есть хоть один кусок Тисея? Ахилл есть.
паломника даже. У меня нету Тесея. Ну, по крайней мере, я не вижу. Стоп, что это? Нет. Видимо, крутой доспех. Раз он говорит, от удара меня защитил от какого-то сильного, да? Может, он поглощает там какой-то урон или как-то так глушит урон, я не знаю. Сейчас посмотрим. Вот это миссары. Да, а я еще хотел сегодня на певку сгонять. Тут бы миссара бы закончить за 5 часов так-то. Хотя, с другой стороны, сколько уже 3 уровня получил? По-моему, 3. Ну, 2 точно. Брат, там вроде как дорога есть. Уровень, да, говоришь, нам нужен. Но если 47-й бот, это уже неплохо. Это певка. Я уже на певку пришел. Во какой. Чуть-чуть осталось, и основная ветка сюжета пройдена. А чё, зачем мне сюда-то, Алексиус? Это вообще какой-то другой квест. Да, это певка. Гартина. Сейчас, подожди, что за Гартина? Так. Вот она, Гартина. Ну, я сейчас все правильно был. На певку я не пойду, но хотя я там уже активировал этот порт, мы потом туда перенесемся быстрым перемещением. Певка пока, пускай на певке будет. Правитель в Миссаре. Культист. А по поводу Минотавра, если 47-й апнем, хотя бы прокачать какое-то оружие, а именно лук. Наверное, все-таки лук будет правильнее. Если это какой-то босс, то расстреливать и расстреливать. Подожди, как там? Вот, как она? Гартина, вот. К юго-западу Полимарха. Юго-запад у нас вот здесь вот. То есть вот она. Пройдешь, но оружие лучше двуручку. Лучше двуручку? Ну, как сказать? Не, если двуручка выпадет, почему бы и нет? Но... У меня стрел там полный колчан. Вот и пещера. Так. Я вот тут еще немножко путаюсь в том плане, что... Ну не могу я понять, как они называют... Название каких-то либо... Как их правильно сказать?
местности они называют, как будто это какой-то остров. А это к юго-востоку от Гетра, да, как там назвали. А Гетра это вообще дом. Ну, не рынок, ничего там. Ну, хотя бы написали. От дома Гетры, дом Гетра, там, допустим, там. Вот, я вот в этом путаюсь еще немного. Так, а что нам нужно? Да нам как бы... Хорошо. Нехорошо. Не хватает. Надо продать. Копье, рыба, меч. Продать бы все бы, да, сразу так. Бах. Сколько там акулий зуб стоит? 328. Можно, блин, всех акул переколбасить. Такс. Улучшить, улучшить, улучшить кинжалы. 4000. А лук? Лук давай и кинжалы. Хорошо. Доспех, да, говоришь, больно бьет. Не, ну мне пока... С одной стороны это нужно. С другой стороны, надо посмотреть, наверное, гравировки. Это типа... 20 урона крита. Удар героя. 25% шанс был 20. 25% шанс. Шанс у крита. 40 урона при атаке сзади. Это было. 20 урона удар способности. Удар героя. Больно бьет, я понял. Удар героя. Не буду я кинжал, потому что удар героя, по идее, ты накопил, ударил, а урон кинжала 6%, но он потихоньку растет и растет. Так, по лукам посмотреть. Опять удар героя. При атаке сзади, мощности огня, град стрел, пинок спартанца. Вот, выстрел хищника. Это. Элитным... Во. Элитным противником и боссом. Вот что надо ставить. А он, видимо, босс. Ну или элитный противник, я так предполагаю. До скорого. Такс, ладно. Да куда ты у меня в окно какой-то... Соловей мой, соловей. Новый предводитель обнаружен. Бесстрашная акула, царь Миссара. Вот он, это правитель царь. То есть... А у него какой-то, видимо, сын. Если там написано, что... Культист. Его отец, сын Миссарии, да? Как там? Отец культиста, правитель Миссара. Ну, то есть царь. Ну, кто там? Президент. Я фиг его знает. Полимарха сожги 5 штук. Ну, там народу это вообще... Ты глянь, там все в желтых...
Киксон. Мне вообще в пещеру надо как бы попасть. Ну, так, между прочим. Ребят, у меня аж мурашки по коже. Сейчас, давайте, я сейчас с московского воздуха прям 2 минуточки вздохну. Как пойдем эту крепость? Ну, тут очень много народу. Не зря я оружие прокачал. Сейчас будет жестко. Сейчас пальцы разомну немного. Так, ну у нас адреналина... Сколько там? 3 ячейки. Можешь начать? Вот он. Чем больше, тем лучше. Тихо, тихо, ребят. Не подходи ко мне. Ты глянь, все кричат прям.
Ты чё, О, постой, постой. Тебя заклинило, что ли, брат? Ты постой. А там предводитель этот стоит, стреляет, да, по мне? Угу. Да стой ты. Да нифига себе-то. Да как так-то? Ну ты... Да я нормальную позицию занял. И хорошо начал-то, в принципе, прям их всех тут урубать, прям в комнату, кто заходит, прям заходи, прям тыш. И не пошло. Сейчас зайдет. Конечно, открытая местность, она интереснее, но когда ты в домике, интересно уворачиваться. Но вот этот вот клик боевой. Надеюсь, меня никто не заметит. Да ладно, кому мы тут нужны? Хочется прям поизящнее всех тут. Не, а лук вот этот классно обстрелял, серьезно. Может быть, попробуем все-таки тетиву натягивать такой. Трын, там. Трынь. А не так, авось с этим скиллшотом на двоечку, который. Капицо. Даже есть там стрелы самонаводящие. Сейчас я чисто исключительно сгорел от огня. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Да это и... Да я понял. Вот так вот. Тебя ждет смерть!
Ты что делаешь-то? Понял, с вами потом. Блин, этот предводитель еще там стреляет, но... Есть. Михалыч! Хо-хо-хо. Тихо, Миха. Подожди. Ты куда-то... Опа. Блин, засек, а. Ух, адреналинчик-то. Там куда ни пуль... А ты-те куда? Упражняюсь. Не, подлагит, конечно. Тут, блин, столько всяких этих. Лук какой-то нашел. Куда факел-то? Двоечка, да? Стрелы летят вон оттуда. Эй, там! Докладывайте, что у вас? Продолжайте. Ты вообще, ну.
Блин, как же я это по горе ненавижу. О! Можно его потушить? Пытаешься задеть меня? Понял? Сам, по-моему, там догорит. Ай ты, Миха, ты, привет! Не, ну это нечестно, нифига, ребята. Ну это вообще, ну ни грамма не интересно, вы просто расстреляли. Ну то, а тут не получится по-другому. Как мне это все дело-то разрулить? Или просто в пещеру зайти? Тяжело это все моргает, свербит туда-сюда, 1, 3, 4 там вылетает. Ну ты копье, луки. Самое главное это огонь, это вообще жестоко. Он там поджег какую-нибудь фигню, и все, и ты горишь, прям полыхаешь. Лишь бы не заметили. Пока только так. А тут нас играть. Теперь местные смогут дать отпор спартанцам. О, мои поздравления. Где этот факел? А, он там наверху. Может быть, наверх стоит сначала пройти? Ловушку установить, чтобы они не вызывали. А, вот еще одни. Не получив урона, убейте 3. Предводителя? Не, меня сейчас сразу высекут, если я на предводителя пойду. Вот, один еще идет. Куда он шел-то?
Что я его потерял. А вот он. А это он внизу. Все, засекли. Ну, хотя бы сейчас 2 адреналина можно пробовать начать вон с того вон. Еще есть? Да как? Ну вот, я вот не понимаю. Я продолжаю серию атак, у меня нет адреналина, и этот рубит, ну елки зеленые. Эти боевые кличи, они, ну серьезно, жития не дают. Хорошо бы сейчас вот эту вот 4 тут бы или 5 прям на этом домишке бы разрулил, нет. Вот что фигово, да, вот против топоров. Размашисто действует, и непонятно, то ли он бьет, то ли он что его там шатает. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Да. Все равно надо начинать с этих боеприпасов, потом лагерь идти. Вот, хорош орать-то. Да елки зеленые. Ну. Предводитель на той стороне. А, он теперь сюда перекинулся. Вот, здесь ловушку, и можно потом устраивать мясорубку. Поставил. Там по нашим следам, смотри, на крыше и действует. Боеприпасы, боеприпасы где? Крепость-то здорова еще. Вдобавок. Хорош орать, ты сразу орать он. Ух. Так, ладно, те пока дойдут, мы можем разбить.
Ну что, пробуем. Адреналина у нас предостаточно. Раз взглянув, ты его не забудешь. Вот его, да. Вон, опять он начинает размашисто бить. Все, спокуха, спокуха. Куда он, интересно? На факеле ловушка. Пока ждем, друзья. Ждем, все хорошо. Первый наемник пошел. Блин, так я не смогу. Вон, двое, да, есть. Там те в доме зашкерились. Блин, они со своими топорами, ну реально одолели. Да. Тихо, 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 тихо. Михалыч. Доспех Тесея. Я попробую сейчас с этим разобраться, но реально тяжело. Ну, залезь, брат, ну залезь, ты не подставляй, ты хорош. Меня видит, короче, а я тут...
Есть. Предводитель побежден. Вот, я про это говорил. Бьет просто своим топорищем, непонятно как. Попробую-ка я вообще подальше уйти. Потом зайдем. А то вроде предводителей там очень много народу поушибал. Там некую записку я получил. Так. Спата, да? Но это не то. А, культист, культист. Вот она. Корабль Миланф образит воду западнее Миссары. Я стану сыном космоса. Культ, моя семья. Молодым людьми по всей земле движут две общие цели: пережить своих родителей и превзойти их. Миланф хотел добиться этих же целей любой ценой, даже если это означало отдать жизнь во славу космоса. Но, разумеется, он предпочитал жертвовать чужими жизнями. То есть его на морях искать. Но мы сможем. Это клубок ниток. Доспех Тесея, клубок ниток. Я пока не знаю, мне надо туда зайти, но зайти тоже не могу. Одна элита тут практически. Плюс наемники. Но сейчас мы... Уже сохранение, уже какой-то сдвиг есть. И хорошо бы с копья бы начать вот этих вот элитных бить. А, это наемники. Моя смерть озолотит меня. Ты глянь, заметили. Видишь, и орать сразу прям. Да куда ты? Ого. Кучно прилетело. А там еще Михалыч стоит. Не, Михалыч в доме — это круто. Ну, присел, все нормально. Предмет для задания полимарха. Я помню, на Афинян уже выполнили части из них. Он еще нам сказал печати найти. Так, ну вроде разбайтили. Побились, кого-то убили. Найдем. Ищи дальше. Все понял. Михалыч вышел. Выполняйте приказы, тогда не сбежит. Я буду ждать, малака. Так, мужики, давай, разойтись. Кого мне там пробовать поаккуратней. Так, а вообще, собственно, у нас 3 припаса и сокровища. Вижу еще припасы. А, вон в том доме были припасы, а я так и не нашел их, да? Блин. Тяжко идет. Тяжко, тяжеловато, да. Они все в кучу сбиваются.
Сейчас вроде они как бы друг от друга на расстоянии, хотя не все. Можно будет пробовать их уже. Кромсать. Так, он один. Да, он один. Там остался охотник, только позади идет. Где он? Вон он. Ну, видишь, Массара регион уязвим. Так, тут два охотника, но с ними я точно... Ну, с тем можно попробовать. Есть. Тот пускай уходит. Хорошо. Хорошо, да не очень. А охотник... Отлично. Отлично, присели. Присели. Сохранились. А еще минус наемничек. Попробуем сейчас добраться вон до тех вот припасов, боеприпасов, да? Там Михалыч сидит. Куда ты топор-то спря... Вот так вот. Все, хорош. Сколько их там, 4 осталось? Там, наверное, среди них наемник должен быть. Или же нет? Или Михалыч тут один? Похоже, здесь ничего нет. Где? Прячется где-то здесь. Присели. Все, друзья, разрулили обстановку. Теперь тут Михалыч главный, вон он сидит. Свободный гражданин этой крепости. Элитных врагов они гораздо сильнее. Наемника вроде как я его убил, хозяин, или кто он там приходил с хозяин. Осталось только забрать сокровище и в пещеру нырнуть. Вот оно.
А, еще один момент. Мы же этого оккультиста-то убили, мне свиток дали. Что на нем осталось? Меня вот это вот интересует. Где-то он здесь упал. Куда он свалился-то? Что-то дзынькнуло. Вот. Ну, стекло, драхма и пояс простой. Сведения мы, в принципе, уже собрали о культисте, хорошо. Осмотрись и найди доспех Тесея. Опа. Ну ты что ли еще кричишь-то? Ну что ж вы все кричите-то? Убийство в голову. А он даже пост не покидал, да? Но вот, все там дрались, орали, кричали, а он даже не покинул пост. Доспех Тесея. Это не миф. Интересно, из скольких частей состоит доспех Тесея? Вернись. Все, сейчас вернемся. Так, у меня теперь вопрос, а что он из себя представляет? Бессмертный, что ли? Да нет, это не то. Это не то. А что за Тесей тогда? Это тоже не то. Так, это не то. Это некая печать. Кинжалом. Спартанским солдатам, я понимаю. А, ну то есть он пока у меня нету его, да? Мне надо сначала сдать квест. Чё за подтормаживание? Ну-ка. О, стой, подобрать. Все, на выход. Да нет, что-то не помогло. Так, сюда. В поисках. А, вернись к Ардусу. К этому, к мальчишке, да? Так, всех членов культа. Так, все равно нам надо вернуться. Так, по поводу карты. Где у нас сейчас еще? Глянем. Плавает культист. Как там было сказано? Что тут ничего не сказано. По-моему, в свитке должно быть сказание.
Мой отец отправил корабли в Анафе тебе в помощь. До Певки подкрепления доберутся. Это я тебе... Не понял, где он находится, короче. Судя по карте, чтобы он отображался, я пока не наблюдаю. Потому что даже если оккультиста нашел, как в случае на Лемносе, вот он показан. 49 уровень. Анафия. Ладно, лады, идем, значит, к этому парнишке. Ух, что-то сегодня прям охота за культистами. И там еще один, по-моему, доспех Тесея где-то вот здесь, по-моему. А, нет, мы как раз-таки убили этого предводителя, все правильно. Все правильно, это он и был. Это я перепутал. Напугал, да? Что бы это ни было, я не крал. Твой опекун... Там диск у него. Ух ты, он хоть что-то сказал? А об отце говорил? Нет, не сказал, но... А собиратель? Он сказал, ты похож на отца. Ты похож на отца. Правда? Это здорово. Так, твой опекун сказал, что ты... Стоп. А рыба-меч? Он что сказал? Ты ведь нашел его? Он рассказал, как использовать диск. Что ключ нужно поместить в стелу. О, я знаю, где Стелла. Погоди. О каком ключе ты говоришь? Старик сказал, ты кое-что у него украл. Неправда. Постой. А что он имел в виду? Ключ к лабиринту. Диск. О, Кажется, сам уже понял, да, что это такое? про это, что ли? Всегда гадал, для чего он нужен. Огонь. Рыба-меч сказал, что в стеле есть отверстие для диска. О, так что нам делать? Чтобы открыть вход в лабиринт, мы должны вставить диск в стелу. Потом займусь Минотавром. И папу моего тоже спасешь? Конечно, если он там. Я ведь обещал спасти его, не так ли? Ты лучший, Мистий. Мы скоро вернемся, оглянуться не успеешь. Пойдем ко входу и используем диск. Так, мне бы сейчас немножко опыта бы дали бы. Вот. Похоже, диск поможет найти вход в лабиринт. Да, есть у нас уровень. Разблокирована гравировочка. Вот, рукавица Тесея. «20 урон от огня». Угу. Так, а где само тело Тесея? Пират. Вот нагрудник Тесея. А, устойчивости к стихиям. 25 к урону. Ну, короче, доспех синенький. Возможно, он там... Что-то я думал, он легендарный. Честно скажу. Ну, ладно. Вспышка яркого света. Так. На помощь.
Нет, это мне не надо способность. Вот это вот хотел. Хороша штука. Так, это у нас еще двоих культистов, чтобы получить какой-то сет. Герой культа. А это, по-моему, пиратские. Деловского союза, убейте, это на морях. Ну да, понятно, это все сета. Награда, какой-то топор. Носовая это корабля в виде быка. Угу. Ладно. Глянь, еще и кузня. А, кузня почему-то пропала. Так, друзья, мы сейчас продолжим. Я прям, с вашего позволения, перед... Я не знаю, наверное, бой будет. Сделаю прям 2 минутки паузы. И мы к Минотавру ныряем. Ну что, готовы к Минотавру? Пойдем в гости, посмотрим, кто это. Что это за чудо-юдо такое? Так, вставляем диск. Ну это как с циклопом, да? Что-то такое похоже. Тоже диск какой-то некий вставили. А как мне интересно, сюда простые смертные попали? Тоже так же прыгали? Может, тут можно сохраниться, да. Перед, наверное, какой-то кат-сценой. Чтобы потом не прыгать дважды, трижды. Или сколько у нас попыток будет. Культисты Серебряной Жилы извлекают выгоду из дохода Пелопоннесской войны. Там хулиганы. Это не Минойская. Так. Кто это? Найти своего отца. Это правда. О, боги! Нить, что помогла Тисею выбраться из лабиринта. Куда она ведет? Так, а где отец-то?
Тесей там тоже же полубог-то. Да и Геракл, наверное, тоже был, да, это. Думслейер, Миш, удачи. Спасибо, что заходили, ребят. Спасибо, удачи вам. Я тоже скоро буду заканчивать, сейчас подерусь. Хорошего вам вечера. Встретимся завтра, там, кто подключается, кто уходит, там, или кто посмотрит. Встретимся завтра, забегайте, не стесняйтесь. Будем ассасина бахать. Так, а где мне тут отца-то найти? Лабиринт. Некий. Так, наверх я тоже не залезу, я смотрю. Я вообще застрял в черепках. Во. Я уж думал, панику надо поднять. Ну, типа по нити они шли, да? Зверь был в ярости. Это реально зверь? Нить. Где отец-то? Тут что у нас? Ну, он ругается. О! Я уже был здесь. Я согласен, только я иду по вот этим вот штучкам. Блин, он все громче и громче орет. Так, осталось нить нам найти. Да, обсидиана тут, я смотрю, прям со стеклом нормально. Как насыпало. Отца я, правда, не нашел. Может, надо было, да, сейчас попробуем вернусь и найти ту самую нить. Я и так-то, в принципе, дорогу-то нашел правильно, вроде бы. Вход один. Как там прыгнуть-то? Походу, он меня не прыгает. Не, на развороте не могу прыгнуть. Тут он сразу слазит и все нормально, а так нет. Че заплутал? Ладно, идем тогда туда. Ты опять что ли в черепках у меня залип? Ну-ка. Да, я специально упал. Я в черепках просто залип. В чемоданах, собственно, нет ничего, кроме таких вот ресурсов. Пойдем по нити. С другой стороны, если они сказали, что отца ударил Минотавр, значит, они шли по нити. Значит, где логово Минотавра. Это не Минойская. Что это? Малака! Это правда! О, боги! Нить, что помогла Тесею выбраться из лабиринта. Куда она ведет? Зверь был в ярости.
Извиняюсь. Должно быть Никиос. А, вот он. Что? Можно отдать Ардесу. Так, подожди, нить. Куда она его привела-то? Ну, это тупик. Да, вот оно, это место. Получается. Тут еще где-то сундук. Вот. То есть, подожди, а смотри, а как тогда тут Минотавр-то ходил? Ёла-пала. Что ж, Малака, Минотавр. И началось. А он интересный. Не, серьезно. Там как-то попытка номер 2 есть. Я какой-то лук там достал. Нафиг он тут не нужен, походу, лук. Смотри, там какие-то трупы. Малака, Минотавр. И началось. Вроде как бы коцаю потихоньку. И самое главное сейчас его комбинации продумать. У него есть там вторая стадия, ну-ка. Походу, вторая стадия пошла.
просить больше за убийство мифических существ. Подожди, а как же Тисей его убил, чтобы назад выбраться? Или Тисей его не убивал? Промахиваюсь. Да как ты попадаешь-то? Я ж не вижу нифига. Представляете? На последнем издыхании у меня какой-то штукой бахает и все. Так, вариации какие у нас? Поставить другие стрелы. Что ж, лака, Минотавр. Пойдет. И началось. Попробуем с огоньком. Бабушки. Не знаю. Не знаю. Стоит просить больше за убийство мифических существ. Вот эта штука он.
Не понимаю я все равно, но вот эти камни, как вот, смотри, он разбегается, я жму пробел во время, чтобы он меня не подбил. И все равно он топором меня цепляет. Еще эта камера начинает вокруг камней вертеться. Так люто неудобно. Что ж, Лака, Минотавр. И началось. У меня куда-то в подмышку, короче, улетает стрела. Так я себя раню. Можно черный поставить. Опа, это топор. Что с этими кинжалами-то? Стоит просить больше за убийство мифических существ. Вот, опять. Ну не видно же нифига. Вы чё? Он ловит. Не, ребят. Он бежит с топором, и под этот, короче, не надо выходить, надо вправо, короче, уворачиваться. Ладно. На сегодня мы закончим. Завтра, завтра будет прям раскликивание такое на боссе. Оставим, да, это, а то уже 5 часов по стриму. Вот, надо пойти немножко отдохнуть, пожевать там что-нибудь. Вот, ребятки, всем большое спасибо, что потянули, что нашли время, провели время вместе. Спасибо за поддержку. Да прям вообще, их... Не пойму его эти скиллшоты, чтобы как-то правильно. Первая позиция понятна. Вторая позиция, когда он бежит, надо... Не влево отпрыгивать все-таки, а вправо отпрыгивать. Потому что пока он бежит с топором, он тебя цепляет. Когда топор по земле за ним, ну, скажем так, движется. Вот. Давайте, всем удачи, добра. С вами был Михаил, канал BioStream. Встретимся с вами завтра. Здоровья, добра. Хорошего вам там вечера. Всем пока.
И вам, и вам. И вам спасибо, друзья.